Я пока посмотрю. Сегодня по плану 13 аппаратов, их нужно принять. То есть мы их, скажем так, включаем, осматриваем, есть дефект, нет дефекта. Если какой-то небольшой на месте ремонтируем. Ну, короче, первичная диагностика. Если там что-то такое откладываем на ремонт, ну, быстренько примем. Приветствую, приветствую. Так, звук норм, а вот звук озвучки чата нету почему-то. Сейчас, знаете, что сделаем? Так, звук чата. А если обновить? Обновить кэш. Так. Очень интересно. Напишите что-нибудь там. Угу. Так, озвучил только мое сообщение почему-то, да? Ну, что тут сказать? Так, я так понимаю, что сегодня, видимо, так. Сегодня будет текстовый чат. И, видимо, я буду болтать. Тогда, видимо, со звуком на чат позже напишу. Ну, он, видимо, только мой. Сейчас напишу, что-то озвучивает. Тест. Печалька. Ладненько. Так, народ, я смотрю, подтягивается. Угу. Ну, хорошо. Пусть так. Значит, сохранится чат в таком виде. В принципе, он вроде не мешает. Хотя вроде озвучка включена, но он что-то не захотел. Так, сейчас давайте я поднесу на ноут и посмотрим. Так, ну что тут у нас? Молчим с сообщениями. Ну, видимо. Ладненько. Так, наушники тогда, я думаю, что можно снять. Приветствую, всех приветствую. Всех приветствую. Чуть-чуть себе оставлю звука отслеживать. В принципе, все. Так, это мы все убираем. И давайте начинать. Я думаю, сейчас максимально быстренько все делаем. Это, скажем так, первичный осмотр. Ну, погнали, как говорится. Так. Первые два. В принципе, они уже пришли пронумерованные, так что я думаю, что будет лучше. Так, номер 1 не включай-ка. Не включай-ка. Номер 2 не включается. Ну, давайте прям с первого по порядочку и начнем. Ситуации бывают разные. То есть они могут быть как от полностью рабочих до, ну, скажем так, каких-то легких неисправностей, либо что-то прям посерьезнее. Наша задача сейчас быстренько их рассортировать, отбраковать и так далее. Ну, я думаю, что разберемся. Погнали. Так, у нас... Что у нас за аппарат? Так. В общем, это у нас Lenovo ThinkPad. Нормально. Всем огромнейший привет. Привет. Так, он у нас на Type-C, насколько я понимаю. Так, давайте смотреть. Фокус. Камера не хочет фокусироваться. Но, в общем, поверьте, он на Type-C. Давайте посмотрим. Они могут быть как полностью комплектные. Здесь ничего нету? Не, ничего нету. Так и полностью некомплектные. К сожалению, предыстория, я не знаю, только то, что написано. В общем, погнали. Так, что у нас тут происходит? Так, пошла то ли зарядка, то ли включение. Скорее всего, зарядка. Так, включаем. И, наверное, нужен тест инициализации нам, да? Так, он включился. Окей, значит, с этим заморачиваться не будем, идем дальше. Значит, не включается. Ну, тут как бы... Это возвратные ноуты, соответственно, они могут быть как и чек. Как это назвать? Сломал, да, они включаются. Значит, это идет в рабочий. Номер 2. Так, действуем быстренько, времени не так много. Так, номер 2 у нас какой-то старенький Dell. Старенький Dell, вроде как даже комплектный. В всяком случае, батарейка есть. Так, не включается. Так, сейчас. Сейчас будем
смотреть. Так, нужен переходничок на Dell. Так, переходник на Dell. Погнали. Так, ну это потребление самого переходника. 8. Окей, значит, разбираем. Разбираем, смотрим. Так, у меня почему-то чат не обновляется. Вы молчите там, что ли, в чате? Или... Опа! Давайте-ка теперь я его перезапущу. У меня почему-то чат сейчас отстал. Так, 26 человек. Всем привет. Угу. Так, погнали. Он странно прикручен, но это мы сейчас посмотрим. Тут даже у нас SSD-шечка. Ну, хорошо, хорошо. Так. У нас тут паяна микросхема биоса такая прям в кокобяка флюсе. 26 человек. Спасибо, Александр. Так, значит, флешечка паяны. А это что? Я так понимаю, динамики, да? Угу. Так, окей. Давайте смотреть, что тут у нас происходит, потому что что-то тут не то. Ну, окей. Так, он вообще не подключен. А, он вообще не подключен. Ладно. Он вообще не подключен. Давайте-ка подключим. Так, смотрите, во-первых, это старый аппарат, и он не проходит инициализацию, даже если отключен шлейф матрицы. Это так. Есть эти приколы с этим Dell. И, в принципе, динамики лучше бы тоже подключить. Потому что иногда он пищит, и по, собственно говоря, писку будет более-менее понятно, что с ним. Как-то он вообще какой-то, если честно, странный. Как будто его кто-то так собрал на совсем скорую руку. Так, тут у нас еще восстановлены крепления. Но нас сейчас это не особо интересует. Почему его разобрали? Там еще тоже с этой платой. Вот, он, если сбросить батарейку к МОС, вот, он потом не инициализируется, пока принудительно не выключишь кнопки, не включишь еще раз. Он еще раз перезагрузится, только потом включается. Поэтому я знаю, что многие, ну, скажем так, браковали эти платы, хотя только потому, что батарейку к МОС сбросили, и все. Даже если она рабочая. Так, все. Подключим. Так, отлично. Так. Оперативка нормальная. Так что так. Смотрим. В принципе, наша задача, я говорю, по-быстренькому хотя бы понять, есть смысл их делать, нет смысла их делать. Wi-Fi, конечно, не нужен, но пофиг. Так, что тут у нас? И кнопочка включения, да? Остальное нас уже не так интересует. Попытка номер 2. Так, чтобы вам тоже видно было. Оп. Оп, оп. Смотрим. Так, вот потребление уже лучше. И... Так, ну почему-то статичный какой-то. Ну-ка. Так. Он пискнул один раз. Раз. Так, пищит один раз. У этих плат, скорее всего, BIOS. Но там он и паянный. В принципе, можем быстренько прошить BIOS и глянуть. Угу. В принципе, по динамикам как раз здесь можно ориентироваться. У HP по капслоку, причем там отличается. То есть здесь один раз, это у нас в сторону BIOS. Смотрим. Смотрим в сторону BIOS. Всех приветствую, да. Такой быстрый. Ноутбуков много, а времени у меня не очень много. Так что так, давайте-ка смотреть. Так, это номер 2 у нас идет. Не знаю, я сейчас все скину.
Это тоже не нужно. SSD-шечка, очень хорошо. Так, обе флешки паяны. Угу. Причем так не очень хорошо паяны, но да ладно. Так, тогда давайте, знаете, что сделаем? Сейчас я быстренько качаю прошивку на него. Это у нас, по-моему, третье, да, поколение, если я не ошибаюсь. Надо бы еще посмотреть, что за плата. Потому что их две версии в этом ноуте стояло. Так. Сейчас быстренько глянем. Таечку сразу снимаем. Так. ИЛА 9104, окей. ИЛА 9104 сойдет. Значит, так и будем делать. Так. Хорошо. Так. Девочка. О, девочка, какая прелесть. Кстати, насчет этого я вам сейчас расскажу прикол. Я сегодня заходила в магазин. Ну, пока я тут, давайте, пока я качаю BIOS, я вам расскажу эту историю. Заходила сегодня в магазин, и я, ну, как бы, если раньше там девушка там, ну, что-нибудь спросить, ну, и так далее. Ну, понятно, что уже не девушка, да, все-таки почти 40. И сегодня был такой прикол, мужчина такой, ну, смотрит на меня такой, вроде хотел девушка, вроде вид, что не девушка, такой, мадам, разрешите, что-то там спросил. Я такая, какая прелесть, мадам. Так что я теперь мадам. Можете так обращаться. Мадам. Девочка, какая прелесть. Так. Так, ИЛА 91. Опа, погнали, аноним. Няшкины вкусняшки. Благодарю. Кстати, хотела еще поблагодарить Алфинкса. В прошлый раз задонатил, к сожалению, донат не пришел. Ну, как он пришел. Вот, но не озвучился почему-то. Благодарю. Принимаю с большим удовольствием. Так. Кажется, нашла. Оно же, да? 94, отлично. Ума-не-ума нам не важно. Наша задача по-быстренькому все это продиагностировать, если можно так сказать. Так, и сейчас мы это все распаковываем, прошиваем и быстренько дальше идем. Так, на download. Ну, давайте на download сделаем. Папочку download. Так, как бы сейчас, так, чтобы видно вам было. Я думаю, что пока что тут не очень интересно, но разберемся. Можно сеньорита. Но мадам мне зашло. Мадам. Ой, какая прелесть была. Мадам. Фрау. Да. Зовите меня, моя госпожа. Да, так. Мультиконтроллер, я думаю, шить не нужно будет. У нас уже были прошиты две флешки. К сожалению, я не знаю, что зашито, как зашито. Сталкивалась с такой тоже, ну, не проблемой, а как с таким моментом, что некоторые ищут по модели ноутбука, да, вот, например, DL3521, а там две платы. И, соответственно, BIOS на них разные. Вот такое тоже бывает. Да, она шифруется, ну, вроде как в чате он есть, объявился. В любом случае, принимаю с благодарностью. Так, знаете что? Сейчас я посмотрю тут. О, все, дальше не будет. Так, тогда делаем вот что. Здесь все скачано. Погнали. Программатор мне нужен еще. И выпаиваем флешечки. Также бывают прикольчики. Алексей К. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, чат. Приветствую. Бывают моменты, когда из-за того, что две флешки, их меняют местами. Ну, такое тоже бывает, я сталкивалась. Да. Так, и коврик для пайки. Так, надо бы его, кстати, в стирочку отправить. То, знаете ли... Опа, смотрите, у нас защелка выскочила. И неудивительно, что она выскочила, потому что с одной стороны тут крепление сломано. Так, скорее всего, надо будет все это заменить. Но, наверное, не сейчас.
я пока отложу. В принципе, для включения не нужно. Можно замкнуть контакты, потом сделаем. Наша задача сейчас, в принципе, продиагностировать все быстренько. Тут как бы ремонт, скажем так, важна сейчас диагностика, чтобы понять, что с ними делать. А когда уже будет понятно, тогда уже отдельно доделать, потому что поменять разъемчик – это, я думаю, не проблема. Так, по температурке у меня каждый раз по-разному. Это либо 300, 320, 330, 340 градусов. Ну, под настроение, так скажем. Ох, пошел. Ох, запах пошел. Что там? Чудо-флюс какой-то. Комбит. Я понимаю, в чем дело. Там какая-то озвучка включилась, но почему-то не все озвучивает. Наверное, прямо сейчас я опять не готова разбираться, но он почему-то озвучивает только мои сообщения, а сообщения чата не озвучивает. Но я думаю, что я с этим разберусь. Но, возможно, либо в конце стрима, либо уже потом. Так что да. Да. Так, фу-фу-фу. Что тут у нас? Тут что-то такое. Надо бы это, наверное, дело отмыть. Как бы там старый флюс такой темный-темный. Всех приветствую, да. Игорь пришел. Так, мне нужна оплеточка. Так, это бы надо отщипнуть. Ну ладно. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Еще раз повторяю, у нас нет задачи отремонтировать ноутбук полностью. Мы просто должны быстренько все это сделать, так как их много. Комбит, не расстраивайся, все будет. Ну вот, потихонечку, помаленечку. Видишь, уже чат появился. Так, вот. Так, и закидываем в программатор. И закидываем в программатор. Так, знаете, как сделаем? 101. Диджей Ян, приветствую. Вы когда-нибудь... Да, Легион... Нет, сейчас. Lenovo Yoga 920. Да, ремонтировала. Ремонтировала. Даже не знаю, наверное, к сожалению или к счастью, но ремонтировала. И не один раз. Так. Так, где у нас оболочка? Ах, комбит какой, только лайк, только лайк. Ай-яй-яй. Все. Сегодня тебя не люблю. Ну, если только чуть-чуть, только за лайк. Так, ладненько, что я хотела? Successor. Запускаем. Запускаем. А, на другой порт, что ли? Ну-ка. Все, обновился. Так, видно? Видно. А видео есть по этой модели у вас? Видео, в смысле видео с ремонтом? Нет. Ну, можете так... А что с ней? Всех приветствую. Кто подошел только-только. Так... Сохраняем. Угу. Так, прочитали, сохраняем. Так, это у нас Ла-90. Блин, пока с вами общалась, чуть-чуть забыла, сейчас исправим. Ну-ка, смотрю, 9104, 9104P. Так. Так, сойдет. Так, загружаем. Так, загрузки. Что мы тут скачали? Так, вот это вроде бы, да? Да. Записываем. Пишем. Так, у меня есть Lenovo, не заряжает батарею. Купили Lenovo, батарея вроде целая. А он до этого ремонтировался? Если там уже было... О, что это за лайк такой гигантский в чате? Я только сейчас увидела. Это как? Это что, как?
Фига себе, сказал я себе. Однако. Ремонтировался ли он до этого? Если был КЗПБ+, соответственно, смотрите первоходной MOSFET. Так, что мы прошили? Прошили. Сразу устанавливаем. Нет, не ремонтировался. Угу. Тогда, значит, типовушками не отделаемся. Так, погнали. И надо будет сразу следом вторую прошить. Давай, давай, давай. Все нормально. Так, а какой у тебя рост? 1,65 м. Не знаю, чем вам это поможет и зачем. Кто-нибудь присмотрите там за пользователем YouTube, потому что-то как-то странные вопросики задаете, товарищ. Есть модеры в чате? Нет модеров, да? Ну, если что, я сама присмотрю. Как говорится, не проблема. Угу. Так. Погнали. Там видно вам? Ну, не то чтобы видно, но ну, что-то видно. В принципе, тут особо не особо интересно, да? Так. Буду разбираться. Правильно разбирайтесь. Угу. Так. Отмываем сразу. Хорошо. Так, и вот вторая. Так, здесь тоже как-то так припаяно. Сомнительно, скажем честно. Видимо, тоже уже вот не беда. Так, прошиваем вторую флешечку. Здравствуйте. Я вас смотрю часто. Приятно. А я вас узнаю, кстати, по комментариям. Я помню, вы писали, я вам отвечала. Так что я вас узнаю. Так. Да-да. На контроле. Ох, блин, запах, конечно. Ну, с одной стороны, хорошо, что вы не чувствуете эту прелесть. Даже не хотите, вам покажу, что тут происходит. А, вот, хотите, не хотите, вам покажу. Это что, я одна на это смотрю. Раз такие пироги. Так. О, а смотрите-ка, что я обнаружила. Не зря залезли под микроскопень. О. Как вам такое? Он еще и подзалит. Так, не сильно, конечно, но... В принципе, я думаю, достаточно будет пропаять. Так, надо будет еще туда глянуть. Что тут еще у нас есть? Так, вроде ничего такого. Но надо запомнить, что тут еще следы залития. Так, вот еще небольшой. Вот он. Да, в принципе, металлизация целая. Я думаю, возможно, даже будет просто пропаять. Так, ну хорошо. Хорошо. Запомнили, записали. Так. Запомнили, записали. Убирай. Блин, ну тут он не особо убирается в этот раз. Давай, давай, давай. Да, вонючий флюс оказался механик.
Так, я вот взяла на пробу. Вот последнее там время вот такими пользуюсь. Моб 39 для меня слишком сильно по запаху оказался. Паяет хорошо, а вот по запаху вот этот, ну, по мне лучше. И паяет лучше, и по запаху лучше. Но в любом случае надо все проверять, потому что для кого-то это вообще не проблема. Ну, не могу сказать, что прям проблема для меня, но, скажем, некий вопрос, который вот, да, на который стоит обратить внимание. Так, что там будет? Там что-нибудь видно? Ну-ка, приближаем. Еще приближаем. Ну, нормально, думаю. Тут уберем это все. Вот, так, отлично. Короче, я пошел шашлык жарить. Приятного аппетита! Какой рост? Я думаю, что он там на вертел поместится или нет. Так, сейчас мы вот это убираем. И это у нас вторая, да, флешечка. Хорошо. Подключаем. Отключаем. Так, насчет залитика. Наверное, сейчас я паяльничком все-таки по этим кондерчикам пройдусь. Вот. Но надо будет запомнить, что некоторые следы обнаружены. Надо будет внимательно посмотреть. Потому что бывает такое, что как бы на первый взгляд все ок, а потом куда-нибудь заглянешь, такой, ё-моё, как же, а слона-то мы и не заметили. Так. Что у нас не контакт? Почему не контакт? Ну-ка еще раз. Ну. Так. Купил РСБ NC559. Доволен. Так, NC559, да, но отмывать надо. Ну, хорошо, что вам нравится. Угу. Опа, погнали. Илья. Екатерина, приветствую, чат, привет. Приветствую вас, Илья. Ворвался в чат. Так, а что у нас тут? Поприветствуем. Угу. Да, вот, кстати, согласна, что часто подделки бывают на Алике. Не без этого. Но если вы нашли, и он хороший, это хорошо. Так, а я тем временем сохраняю. Так, это у нас Repair, BIOSWork. По-моему, сюда, от него же, да, у нас был. И вот этот сохраняем. Так. Офигенно. Так, и этот на 4, да, у нас на 4. Прошиваем. Итак, по динамикам именно у Dell вот в этом смысле, конечно, хорошо. Причем, ну, некоторые проводят параллели с миганием капслока на HP, но они несовместимы, то есть. Ну, я понимаю, ну он так сказал, какой рост. Я думала, на шашлык собираешься такой. Ну, нет. Такого вертела нет, мало ли. Да. Ну, когда-то и King бы был хороший. Ну, или мне так показалось. Как говорится, все может быть. Отлично. Ошибок нет, ничего нет. Так, мы продолжаем. Так, сегодня еще есть разошел Нитро. Не знаю, успею, не успею. Надо просто эти принять ноуты, чтобы понять, что с ними делать. Угу. Угу. О, смотрите, он сообщение донатера, получается, да, озвучил? Ну, хорошо. То есть я все-таки 2 из 3 сделал. Я думаю, что я в правильном направлении иду в плане озвучки чата. Значит, должна разобраться буду с этим. Комбит, ты чего? Комбит. Комбит там что-то в шоке, а что в шоке? Озвучка работает чата, просто не полностью. Я работаю в этом направлении, да.
С каждым стримом, видите, все лучше и лучше. Так, сейчас я прикручу капну. Так, чтобы нам тоже на этом ноуте особо не задерживаться. Заведется, не заведется. Ну, хотя бы посмотрим дальше. Так. Конечно, ну, сложнее, когда не знаете предысторию, да, и что с ним. Вот. Но, с другой стороны, иногда это даже полезнее, потому что когда человек вам рассказал, и то, что он рассказал, это его субъективное мнение, которое, он может не обязательно врать, он может просто ошибаться, заблуждаться. И бывает, что послушаешь, думаешь, ну как же. Вчера вечером работал, проснулся, не работает. Так, а все не так. Вчера поднял роутер Link DIR 625. Прошел после неудачной прошивки в Kinetic Shell через JTAG. Поздравляю! Поздравляю! А я даже не знаю, какой у меня роутер, представляете? Да. Тоже что-то недавно подруга звонила, спрашивала, что делаешь? Я говорю, шью. Она, о, шьешь? Я говорю, ну, да, биос. Так, вроде так. Также, смотрите, по поводу вот этих делов, просто в свое время, лет, я не знаю, сколько назад, их прям постоянно приносили, и у всех не включается, 7 раз пищит и так далее. Там батарейка КМОС села, он не включится, нужно будет включать, выключать кнопки и так далее. Неподключен шлейф матрицы не включится. Да. Так, мне хорошо подошел 559. Так, вот нормально. Подпельник прям как орик. Это хорошо, что подошел. Главное, что вам нравится. Пользуйтесь тем, что вам нравится. В конце концов, получаете удовольствие. Так, а вот с залитиком я, наверное, все-таки ирсой поработаю. Она такая чуть-чуть поядрёней, скажем так. По залитикам, значит, где он? Вижу. Оп, здесь и еще где-то был кондерчик. Кондерчик. Еще где-то видел. Но, в принципе, каких-то прям следов залития я... Вот здесь вот небольшой... А, это нужно есть. Небольшое залитие, небольшой кондерчик. Отличненько. Тоже вчера поднял. Ага, ага. Планшет подняли. Хорошо. Блин, я вообще с мобильными устройствами прям на таком вы. Прям на вы. Угу. Так. Ну, отличненько. И вот здесь вот я капнул, да? Так, РСА всем хороша, но надо, чтобы она нормально активировалась. Так, поэтому хорошо бы пропаять и потом все-таки отмыть. Так, ну все, тут все нормально. Угу, конта 12 вполне неплохо. Вполне неплохо. Так. Угу. Я вот тоже говорю, что на самом деле я из тех, кто все еще пользуется Т12, несмотря на GBC. Ну, мне нравится. Не знаю, есть что-то в этом такое прикольное. Так, 2 кондерчика. Угу. И напоминаю, я завела телеграм-канал, так что по ссылке в описании вы можете меня поддержать, порадовать, побаловать, так скажем, и подписаться в телеграм. Буду стараться по возможности анонсировать стримы, и, наверное, выход видео тоже будет там же анонсироваться. Кстати, насчет видео. Я уже новое видео смонтировала, осталось озвучить. Вот. Так что скоро, очень-очень скоро. Так, здесь у нас все. Предлагаю немножечко подсобрать. Угу. Так. Идите к Катечке. А вообще я не занимаюсь ремонтом. Просто хобби, не более. Это хобби, это прекрасно. Так, вот тут Алексей пишет. Тоже поднял мать на B75. А то лежал, глаза мозолил. Выкину жалко, теперь работает мини ATX под телеком. Ой, мне, кстати, мини ATX тоже нравится. Ну, такие компактненькие все-таки можно поюзать, поделать. Так. Так. Я там, кстати, ну, как в мыслях я когда-то делилась уже, что, ну, есть эта мысль взять какой-нибудь старый ноутбук и прям вкачать его
что-нибудь такое эдакое прокачать. Впаять то, что не впаянное, впихнуть невпихуемое. В принципе, я прикупил под это дело гаджет. Посмотрю. Пока на него мысли настроены, скажем так. Так, все нам подключать не надо. Оперативочка нужна. Нужна. Так. Батареечка биоса. Надо, кстати, бы проверить ее. То есть она севшая бессмысленно. Рядом стоит Квик 850. Не использую только фен. Паяльник там не очень. Ну, пользуйтесь тем, что прям нравится. У меня, кстати, Квик 857 где-то там еще лежит. Я думаю, может его, ну, как в планах, не в планах, в мыслях, скажем так, еще один стол поставить и может так под, не знаю, под стримерскую сделать или под ремонтную. Что-нибудь в этом духе. Возможно, его туда тоже поставлю. Так. Нормально. Нормально. Достаточно, чтобы не пищало. Тогда так. Напоминаю, пищал один раз. Так, собираем. В принципе, все. Угу. Забали, приветствую. Да. Слушай, глаз алмаз у кого-то. Прям так оно и есть. Да. Я так понимаю, знакома с этой платформой, да? Ну, я рассказывала, я говорю, я в свое время они там хорошо так приходили. Так. Угу. Распбери. Тоже вариант. Ну что, в принципе, можно отключить. Так, он у нас пищал один раз, да, там. Так, сейчас мы так вот сделаем. Оп. Так. И включаем. Так. Пока то же самое. Ждем. 2, 3, 4, 5, 6, 5 раз. Да? 2, 3, 4, 5. Слышно ли? Сейчас я вам так вот. Микрофончик поднесла показать, послушать. Пищит. Это то, о чем я говорила. Такое бывает после сброса батарейки к MOS, CMOS или батарейки BIOS, как хотите. Выключаем. А я не зажала, да? Молодец какая. Выключаем. Выключили. Еще раз включаем, и все должно... Нет, сейчас он перезагрузится, а тогда уже включится. Вроде так. Все. Вот, перезагрузился, и должен включиться. Давай. Еще перезагрузился. Мне странно, у меня на память как будто один раз был, но все может быть 2 раза. Так что много раз перезагружается, странно. Не помню такого. Опа, он просто перезагрузку упал. Так, батарейка 3 вольта, да, подключена. По перезагрузке ушел. Так, ситуация изменилась после прошивки биоса. Ну-ка. Очень-очень интересно, что тут у нас происходит. Я гляну тут. Может, где-то еще что-то подзалито. Сейчас, секундочку, глазами просмотрю. Блин, вижу. Сейчас. Так, сейчас сделаем. Ай-яй-яй. Сейчас все сделаем. Угу. Так, это ерунда. Так. Не-не-не. Там, где там мой припойчик? Кстати, я не помню, там DDR3 или DDR3L должна быть. Вы вот не помните? Так. Так, вроде
Нашла там еще одну капельку. Как будто бы. Ну, сейчас посмотрим. Так, по-моему, на мамке память не... память не нравится. Кстати, может и так. Можно попробовать подкинуть память заведомо рабочую. Тоже вариант. Так. Ну, я там еще одну капельку нашла. Но мы сейчас, наверное, экспериментировать особо не будем. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Это у нас... Я вот не помню, это DDR4. Она DDR3L или... Так, типа DDR3 должна... Может быть, я вот не помню на этой плате, если честно. Сейчас я схожу за DDR3L. Так. DDR. Так. Такая есть. Да, DDR3L. На 2 гига, но я думаю, что в нашем случае не критично. Давайте попробуем. Кать, ты после залития просматривал и попал в место, где как бы снесен резюк? Или мне показалось? Так, там был кондерчики подзалиты сейчас. Сейчас гляну. Так, я еще один залитый кондерчик нашла глазами, потому что, большую часть просматриваю. Ну-ка, стоп. Так, вот этот я пропаяла, а вот этот надо еще пропаять. Так, может, мы так и сделаем. Давайте-ка еще глянем, а то тоже я так... Ту-ту-ту, микроскоп. Это свет, камера, мотор. Ну, сейчас посмотрим, потому что тоже... Так, вот этот я не заметила, а он, видите, тоже такой подгрызенный немножечко. Хотя вроде металлизация на месте. Ему тоже надо пропаять. Что этот нормальный? Так. Где ты говорил? Так, ну этот я уже пропаяла. Вон он нормально блестит. А сбитого я не видела. Но вот еще один кондерчик. Да, есть такое. Вот этот вот. Давайте его тоже бахнем. Ну, чтобы прям наверняка. Так. Возле транзисторов или диодов. Сейчас гляну. Порой удобнее глазами, порой удобнее, конечно, не глазами, нифига. Все-таки глазами можно, площадь побольше видна. Можно найти. Сейчас отпечатки, ну. Так, давай. Оп. Так. Я думаю, достаточно. В принципе, еще раз повторюсь, наша задача сейчас особо заморачиваться на этом ноуте тоже не будем. Реально восстановить SSD, если он свое отслужил. Смотря, что он сейчас служил. У них либо он все уже, либо прошивка слетела. Прошивку восстановить, а остальное смысла нету. Сейчас доступны, в принципе, SSD-шечки. Так. Продолжаем. Так, и уже в этот раз с моей оперативкой, чтобы наверняка. Независимо от результата, я думаю, что уже то, что можно было именно по-быстрому сделать, мы сделали. Надо будет уже дальше приступать, а то 13 штук мы до утра не посмотрим. Хотелось бы побыстрее. Так, я еще читаю, конечно, отвлекаюсь. А зачем? Чем бедолагу напоили? Так, да кто же узнает? Предысторию вообще не знаю. Так, здесь все подключено. DDR3L установлено. Так. Подключаем. Так. Видно. Пробуем. Где моя пилочка? Где мой специнструмент? Давайте специнструмент на удачу. Угу. Ждем. Так, зараз у меня сегодня начал вылетать Геншин, потом совсем под SSD. После увидел, что он все. Он может еще и перегреваться у вас. Такое тоже, к сожалению, возможно. Опа! А что я вижу, что я слышу? Кто молодец? Кто молодец? Так, отлично. Значит, здесь оперативочку заведомо рабочую я себе оставляю. Угу. Да.
А мы идем... Так, это под номером 2. Вот так я его откладываю. Значит, 1 рабочий, 2 заменить разъем кнопки включения. Прошивка BIOS, посмотрите, это так, все понятно. Так, дальше. 3, 4, 5. Так, дальше смотрим. 3, 4, 5. Так, 3. Не включается трещина на корпус. Окей. Не включается ThinkPad. Это что-то более-менее свежее. MSI залит, не видит диска, здесь тут. Так, ладненько, давайте смотреть. Это колдовство, это магия. Так. Да вообще прям сама в шоке. Кстати, в Diablo 2 я за 40 всегда играла. Так, не включается. Сейчас я посмотрю. Данных никаких нет, данных никаких нет. Так, трещина на корпус. В принципе, ничего такого. Вот что он? От тоненького HP разъемчик, да? Так, HP. Что у нас тут? А, тут прям такая смачная трещинка. Как будто бы разъем немножко... Ну, ничего, сейчас я под углом засуну. Не суть. Тестер USB нам сейчас очень поможет. Не пищит, не пищит. Оперативка живая, родная или нет, не знаю. Сам факт, что он запустился. Ну, если прям очень интересно, можем позже мне напомнить, я проверю. Так, знаете что? Нужно еще Type-C проверить. Ну, ладно. Давайте, наверное, включим. Глянем. Так. Я так понимаю, сейчас он будет заряжаться. Так, пошла зарядочка потихонечку. Включаем. Так, что, оперативки, что ли, нету? Два, три. Блин, походу, оперативки нету. Ладненько. Сейчас разберемся. Ну, или она отъехала. Такое тоже бывает. Так, номер 3, погнали. Опа. Кстати, по поводу откручивания винтов, пытаюсь приучить одинаковых откручивать и закручивать, но чтобы легче было. То есть там по часовой и так вот и так и идти. Но, если честно, все время забываю и по-разному откручиваю. Сами SSD могут и не греться. Я не знаю, у вас компьютер или ноутбук. Просто если ноутбук, он не могут быть так расположены, что вот так. Что-то другое их перегревает. Так. Все вот, конечно, трещинка. В принципе, она не настолько должна мешать. Так, сейчас чем-нибудь его открою. Где мои открывашки? Открывашки. Фокус. Фокус, да. Так, давай. Так, батарея. Опа, я вас уронила. Слушайте, я вас уронила, блин. Вы живы? Хотела показать поближе, блин, показала. Стоять. Так, вы целы? Ну-ка, напишите что-нибудь в чат. Кажется, я вас это... Извините. Да. Так. Сейчас мы сделаем вот что. Быстренько отключаем. Даже если АКБшечка разряжена, лучше отключить. И нам нужно DDR4. Ой, комбит уже это подбит маленько. Так. DDR4. Она, конечно, такая себе, но рабочая. Так. Давайте без АКБ включим. Кстати, по поводу корпуса. Походу, только поддон пострадал. Тут даже крепления все целые. Интересно. И такое бывает. Да. Через полгода смарт так кирпичился. Эх, сочувствую. Так, что тут у нас? Ждем. Синяк будет. Не хотелось бы, конечно, не хотелось. Так. Но капс уже не мигает. Ждем. Ждем. Сюда вставлю.
Давай. Ждем. Так. И. Так. Есть контакт. У нас и тестер мигает. И картиночка. Короче, ноут рабочий. Хорошо. Так, это номер 3. Окей. Тогда быстренько собираем это дело. Оперативки нет. Угу. Так. Значит, у нас был первый рабочий, второй прошивка BIOS, и нужно проверить оперативку, поменять разъем кнопки включения. Ну, это как бы мелочь, скажем честно. Так, третий у нас рабочий. Так, продолжаем. Собираем это дело. Dell я собирать не стала, потому что его все нужно будет доделать, поэтому смысла в том, чтобы собирать Dell, я не вижу. А этот, собственно, назад поедет, поэтому имеет смысл. Корпус клеить. Я, кстати, в свое время даже краску подобрала по цвету такому серебристому, но на самом деле смысла никакого. Так. Собираем. Видно что-нибудь? Что-нибудь да видно. Так, сколько там народу в чате? Напишите. И напишите, сколько лайков. Давайте так, сколько народу и сколько лайков. Сейчас немножко пристыдим народ, что они смотрят и не лайкают. Будете наказаны. Так. Это у нас третий. Так, ну сколько мы там по времени? Ну, пока нормально идем. Пока нормально. Так. Ссылка на поддержать в описании. Ссылка на телеграм-канал в описании. Продолжаем. Так, это у нас был номер 3. Дальше номер 4 не включается. Финкбук. Так, разряженный. Ну, что-то более-менее свежий. Так, подождите-ка. А он включается. А что вы гоните-то опять? Вы видели это, да? Да? Он включился. Так, понятно. Это свежий. Так, смотрит 40, 51. Лайки, лайки, господа, лайки. Интересно. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас я так вот тыкну и посмотрим. Так. 11-е поколение, он свежий, но он включился и работает. В чем дело? Не знаю, в чем дело, но он рабочий. Так, тогда давайте следующий. Так, номер 5. Залит, не видит диска, где тут. Так, это MSI. У меня уже был такой MSI. Там БМ какой-то, 11 или 12. В смысле 26 лайков? Вы что? Непорядок. Так, ну залитый мы включать не будем, видимо, сейчас мы нажмем, если он включается, это как бы оно не включается. Так, давайте-ка глянем, убедимся, так скажем, что он залит. Ну, хотя он залит, если посмотреть. Вот какой. Ладно, в любом случае степень повреждения. Мне показалось, или там снег на экране? Я не видела. Так. Ну, что здесь? Винта одного нету. Не проблема. Так, так и должно быть. Ну да. Так, это у нас БМ. Нет, сейчас. B11. Да, B11. У меня, по-моему, был что-то подобное. B11, B12, ну, в принципе, плюс-минус похоже. Так. Сейчас мы открывашечку возьмем. Другую. Хотя можно и этой, в принципе, подцепить. Ну, уже так смачно чем-то подцепили. Я вот вижу, заметьте, в корпусе. Не очень хорошо.
Нет, ну что-нибудь посолиднее. Какой-нибудь, ну-ка. Значит, плавающая неисправность, то самое порно. Да не факт, тут просто предыстория неизвестна, уже попадались, что приносят, а они... Опа, винтик забыла. Они рабочие, просто люди их типа сдали, как нерабочие. Так, так. Ё-моё! Так, это мы отключим на всякий пожарный. Ну, по-моему, залит, да, все-таки есть такие подозрения, вот некоторые ощущения, скажем так, на батарейке бился какие-то вот, ну, на разъеме. Я его отключил, тоже какие-то вот налетчики, скажем так. Ну, да. Видимо, залит все-таки. Так, оперативка на месте. Так, с другой стороны, я не вижу залития на плате. Нет, я уверена, что тут нет залития на плате. Но, во всяком случае, вот так вот визуально. Что-то, я не помню, такой или подобный аппарат я ремонтировала. Мне, ну, там плата была, плату присылали, как раз вот был прогар в районе шлейфа включения матрицы, и на самом шлейфе включения матрицы. Шлейф я заказывала, где-то есть видео на канале, кстати. Слушайте, я не вижу, то есть, да, я вижу, конечно, эти рыжики, я думаю, что сложно не заметить, но я не вижу здесь проблем. Чуть-чуть вот здесь, но это мелочь. Так, знаете что? Так, ну не видит диск, значит, его включали. Ну, давайте, в принципе, можно попробовать включить, раз мы его самому включали. Так, что там по потреблению у нас? По потреблению нормально. Нажимаем. Так, есть картинка. Угу. Угу. Так, вот клавиша, вот я нажимаю, не работает. Ну, соответственно, какие-то проблемы с клавиатурой будут. Ну, в принципе. Ладно. Так, Enter тоже не работает. Короче, проблема с клавиатурой. Окей. Клаву точно под замену. Мучить его не будем. Так, он действительно залит. Насчет того, что не видит диск, ну... Дело такое. Как минимум надо все это посмотреть. Будет нормально под микроскопом, потому что если залита клавиатура, то есть, соответственно, может, и зря я его включала, но его явно до меня включали, раз там такое писали. Соответственно, возможно, жидкость через клавиатуру попала, и проблема с материнкой может быть не с этой стороны, а с этой стороны. Так что, скорее всего, все-таки это. Ну, там написано, не видит жесткий, ну, там товарищи могут так написать. Да, там здесь SSD-шечка. Так, скорее всего, да, на дальнейшую диагностику, потому что нужно будет снимать плату. То есть в рамках сегодняшнего стрима я, наверное, его не сделаю. О, стой. Стой. А что это такое? В рамках сегодняшнего стрима я его делать не буду. Просто диагностируем, что нужна дальнейшая диагностика. И сейчас я вам покажу, что я тут увидела. Ох, ё-моё. Ну, понятно. Как бы... Где? Сейчас. Так, только что глазами видела. Подождите. Вижу. Оп. Как вам такое? Чё-то не хватает, да? Чуть-чуть, самую малость. Как будто бы можно сделать предположение, что что-то тут не так. Чего-то тут не хватает. Так. Короче, отправляем его... Да, сбит. Батареечку подключать не будем и отправляю его на дальнейшую диагностику, потому что так. Значит, мы его отправляем вот сюда, пусть сюда полежит. Так, следующий, что там у нас был? Да какой был номер? Я уже забыла. Сейчас глянем еще раз. Номер 5 был, да? Значит, мы идем дальше. Номер 5. Значит, номер 6,
7 и прочее. Так, номер 6 и 7, погнали. Так, 6 и 7. Так, пока вроде нормально идем. Так, номер 7. Не включается возврат. Какой-то Dell. Видимо, не на 4-м поколении. Скорее всего, комплектованный. Пока откладываем. Так, здесь что у нас? Не включается возврат номер 6 из 3-го поколения. Так. Окей, давайте-ка посмотрим, что с ним. Чего же он там не включается? Почему его вернули? Да, комбит я... Я его как на следующую диагностику, то есть на следующий этап диагностики, когда уже надо полностью разбирать, смотреть плату, клавиатуру. Клавиатуру можно не подключать, но... Я говорю, в рамках стрима надо сейчас поднять то, что можно поднять, и продиагностировать то, что можно продиагностировать. Так, и... Раз, два. Ага, тут у нас BIOS, значит, слетел. Смотрим. Раз, два. 2 раза мигает капслок. Значит, BIOS. Так, что будем делать? Попробуем вот так. Видно вам, не видно? Сейчас попробуем. Иногда прокатывает. То есть мы разрядим его. Включаем, включаем. Так, WinB. Нет, в этот раз не прокатило. Сейчас я гляну на сайте, есть ли там BIOS под флешку восстановления. Сейчас уже много раз мигает. Если нету, то в ремонт, потому что, блядь, разбирать его... Я знаю, этот аппарат, это, та еще морока его разбирать. В принципе, BIOS. Да, с миллион винтами. Так. Ну, тут как бы не вкл, но он вкл. Сейчас еще раз проверим. Ну да, мигает 2 раза капслок. Так, тут какой вариант у нас? Сейчас посмотрим, что это за модель. Можно ли скачать под флешку что-нибудь? А что это за модель, кстати, да? Есть что-нибудь на ней написанное вменяемое? То, что элитбук, это да? Что за элитбук-то? Не, здесь BIOS. 2 раза мигает. Понять бы еще. Ты не хочешь его разбирать, если... Оп, стоп. Так. Это у нас... HP Elitebook Folio 9470. Давайте посмотрим, что у нас есть на сайте под него. Есть ли вообще. Если нет, тогда мы его, значит, отложу в категорию «Надо прошить BIOS». Привет. Ой, Женя, привет. Привет. Стоять сейчас. Так, все. На рамке матрицы надпись. Угу. Так. 9470 М. HP Folio. Угу. Так. Без разницы, без разницы. Угу. Так, BIOS. Качаем. Качаем наш BIOS. BIOS качается. И вам всего хорошего. Отдыхайте. Женя, еще раз тебя приветствую.
рада, что забежал. Так, а я тут флешечку пока найду. Найду же, да? Так, вот тут какая-то есть флешка. Точно не знаю, что за флешка, но думаю, сойдет. Так. Ждем. Приветствую. Так, это не то. Ага, Далее 1 мая все сойдет. работают. Ага, 1 мая все работают. Точно, точно, Жень. Ты как вообще работаешь? Что там много у вас? Работаем. Так, выбираем. Использовать. Флеш-накопитель. Конечно, использовать. Так. Пусть будет. Угу. Так. Флешечка записалась. Если он не совсем поврежден, возможно, восстановится. Так. В принципе, батарейка особо не нужна. Угу. Так. Подключаем. Работы мало, Сейчас, домой чтобы вам раньше тоже всё это уехал. было видно. Наверное, флешечку давайте в другое место поставлю, чтобы флешечку тоже было видно. Видно. А вот так. Пробуем Windows B. Включаем. Ждем. Так, работы мало, домой раньше уехал. Ну, хорошо, хоть с семьей посидишь. Так. Не хотит. Не хотит? Подождем. Так. О, Кандид, потому что я так настраиваю сообщения хорошо. Работаю в этом направлении. Так, здесь уже что-то много кэпса. Угу. Так, что-то не хочет, да, он восстанавливать у меня. Еще раз попробуем, конечно. Блин, такое ощущение, что клавиатура новая какая-то, она прям... Нет, на Windows B он тоже как-то себя странно ведет. Походу, надо будет отправлять его на нормальную прошивку, на программаторе. Угу. Не, значит, окончательно слетел. Ну, ничего страшного. Значит, отправляем его на прошивочку. Так, хорошо. Значит, этот идет вот сюда же, в эту категорию. Так, это у нас был какой по счету? 0,6, да? Значит, и нам нужен 7,8. Так, пока что не сбавляем темп. Еще надо много всего сделать. 7,8, 7,8. Так, а где 7 у нас? Где 8? 7 вижу, 8 вижу. Так, 7,8. Так. Я чуть не упал с кровати. Ну, я тут вас уже разок уронила. Ты, видимо, только дошло. Я, кстати, Так, видак заказал номер на 6 ноут. не включается. Первый раз Возврат. вижу, чтобы синий экран был. Номер И при 8 этом не ошибку включается, 43 не включается. выдавал. А в тестах при 188, запуске ты наверное, видеокарту, не ты нет. Так, хорошо. Ну, не очень хорошо, но хорошо. Так, ноздыльчик. Машинери, приветствую. Приветствую. Так.
Я, кстати, видак заказал на ноут. Первый раз вижу, чтобы синий экран был, при этом 43 не выдавал. А в тестах при запуске на видеокарту... Угу. Ну, смотри. Я так понимаю, что дальше ты сам разберешься, если что. Ну, вот. Какой там видак был, напомни? Какой-нибудь 2060, 2070, 2080. Так. Ну, там ноут такой, ты и так там дофига всего установил. Так, есть USB... О, сюда USB-шечку ставим. Так. Что тут у нас? А ничего у нас тут нету. 2060. Это странное потребление. На кнопочку. Очень странное потребление. Не реагирует на кнопку. Так, ну такие приколы. Переходник тот. Ку-ку. N18 Так, кукукайте. EG1B N18. KDA1. Блин, я посмотрю, может у меня есть, а может и нет, я не помню. Ты на Алике заказывал там или где-то здесь по месту? Так, на кнопку не реагирует, но эти аппараты, они могут еще и из-за батарейки КМОС так себя вести. Угу. Так, сейчас. Помнится, там как-то можно его разобрать, не разбирая. Сейчас вспомним. Угу. Так. Уже хорошо. Так, флешки биоса не сшиты. Все вроде более-менее приличное. А батарейка биоса, наверное, с той стороны, да? Так, сейчас я знаю, что сделать. Чуть-чуть вот так вот снимем. Можно еще одну. Так. Тут тоже убираем. Так. Как-то он там разбирается через... Ага, одно место. Ну, точно. Так, До 10 не отправят выходные Ставрополь. Так, а вот и наша кнопочка, да? Окей. До 10 не отправят выходные Ставрополь. А, понятно. Так. А вот что-то еще держит, да? Ну-ка. Да. Тут буковка K. Как раз клавиатурку держит. Так, это вот подлиннее это на клавиатуру было, да? Еще на клавиатуру. Ну, до 10-го. Значит, 10-го отправят. Сколько он там? Наверное, недельку будет идти, да? Так, остальное вроде окей. Так, снимаем. Так, у нас тут небольшое залитие, но, видимо, корпусное. Так, кажется, я начинаю видеть. Вот тут. Сейчас мы сделаем ход конем. Так, если это батареечка КМОС, то можно сделать немножечко хитренько и вот так, чтобы не полностью разбирать, а чисто проверить, что делают батарейки. Ну, конечно, может и в мульти, и в прошивке, и в кнопке. Опа, видно? Видно. Так. Аккуратненько. Сейчас мы подцепим. Да. Так, а что-то у меня не все сообщения. Секундочку, ребят, я сейчас обновлюсь, как будто я тут не все вижу. Угу. О, 54 человека. Отлично. Так, у меня лежит Asus EE5900. Там смотреть не... Ой, да, там тоже не SSD, не знаю, что там было такое. Так. И мы сейчас делаем замерчик. Ну что, товарищи, сколько там нас смотрит и сколько у нас лайков? Сейчас мы тут...
Так, 1,6 маловато. С 1,6 он может себя так вести. Опа. Отключаем батареечку. Так, сейчас мы на место все это поставим. Поставим. Вот так. Угу. Угу. Так, ребята, вы еще тут. Комбит. 2 вольта. Ты уже встал? После того, как упал с дивана. Ты мне еще нужен живой. 55 на 56. Ну, нормально, нормально. Так, машинерия, ты еще тут. Или уже? Или уже нет? Так, что мы сделали? Мы почти угадал. Да. If, что if? А, да, видимо, да. Да, я тут. Отлично, отлично. А мы проверяем. То есть отключили. Подключаем. Автостарт должен быть. Автостарт должен быть. Он и есть автостарт. Что у нас тут? Так. Еще автостарт. И перезагрузочки. Так, давай-ка. И. Ну, я в тебя верю. Давай, давай. Опа, хорошо. Есть картиночка. Так, тогда, знаете, что сделаем? Сама кнопка включения рабочая, как мы видим. Оп, рабочая, да? Да. То есть делаю батареечки BIOS. А проверить на самом деле очень легко. Сейчас я ее обратно подсоединю. Если он опять перестанет реагировать... Да, машинерия, благодарю. 55-55, yes! Прям так хорошечно, хорошечно. Зря я привинтил винтик. Так, ребят, смотрите, если вам как-то плохо видно или еще что-нибудь, вы говорите. А то у меня в прошлый стрим был небольшой казус. Я там ремонтирую, разговариваю, ремонтировал под микроскопом, а он у меня завис. Ну, отключился, видимо, а картинка застыла. И когда я включила, я уже все сделала. Было неловко, но забавно. Так, конечно, вот такие читерские методы, чтобы не разбирать его, но его тяжело разбирать. Для разборки, в принципе, достаточно и так сделать. Так, вот. Подключу его на место. Хотя, можете знать, я же все равно буду менять батареечку BIOS, правильно? Правильно. Так что я думаю, что можно ее просто вытащить. Вытащить. Оп. Вот она, батареечка. И сейчас я контрольное, так скажем, включение. Да. Ну что, мини-голосовалка. То есть я сейчас отключила эту батарейку, и она 1,6 вольта. Ноут стартанул. Если я ее подключу, включится ли? В принципе, это как сброс настроек МОС может включиться, но я думаю, что не включится. Как вам такая мини-голосовалочка? Цифра, не цифра, давайте плюс, если включится, минус, если не включится. Вот мне даже интересно. Как вам такое? Делаем ставки, господа. Так. Так. Как это машинерия не отображаешься? Ну нет, как-то отображаешься. Почему же не отображаешься? Ха. Пошли. Но это у меня дар убеждения такое, или вы реально так думаете? О, Артурик, привет. Алексей Рыбин, приветствую. Лекс 66. Виталир, как-то так. Евгений С. Окей. Дмитрий. Смотрите-ка, а? Все тут, оказывается, затихли. Ну, я, если честно, думаю, что он не включится. Угу. Всем здрасте. Если бы это был какой-то другой аппарат, я бы согласилась с вами, что просто отключить и подключить батарейку, он заведется. Но все эти корпоративные аппараты, я с ним собаку съела.
конкретно вот эти делы, они очень не любят такое, они реально могут не включиться. А вот включится или нет, узнаем после рекламы. Шутка. Итак, батареечка на месте. Все на месте. Приятного аппетита. Я в сервисе прибираюсь сегодня. В каком сервисе ты прибираешься? Ты на Ютубе сидишь. Так. Опа! Смотрите-ка. Пошел процесс. Выключился. Включился. Что, будет работать? Не будет работать? Выключился. Будет работать, видимо, да? Угу. Угу. Ждем картиночку. Ну, появилась. Молодец. Выключаем. Включаем. Так, отключаем. Ну, тут и потребление, конечно, изменилось, да. Все, работает. Батареечку BIOS под замену. Сейчас посмотрим. Еще разочек. Так, она уже 2 вольта. Как будто бы немножко подзарядилась. Но разряжается. Давайте-ка я оставлю его и проверю. Ну, понятно, что батареечку под замену. Угу, угу. Прям так, наверное, оставим. Так. Будет попозже. Вот в таком виде оставляю. Попозже посмотрим, будет ли он включаться. Так. Значит, этот у нас идет на доработку, на замену батареечки CMOS. Так. И это у нас быстренько номер 7. Так, пока вроде неплохо идем, да? Так, следующий у нас должен быть номер 8 где-то. Вот он. Так, номер 8 не включается. Но мы как бы поняли. Так, он у нас открученный, раскрученный, почему-то разобранный. Так, батарея установилась чутка без нагрузки. Ну, пусть посмотрим. Может, у него робот пашет или раб бегает. Это к чему вы не совсем... Что-то, видимо, раньше было, да? Я поняла, к чему. Да. Так. Тут уже все разбирали, я так понимаю. Все откручено. Так, что тут у нас? Ну, сколько все на месте тут. Я думаю, что можно включить. Так, закручивать мы, конечно, ничего не будем. Так, а вот это отдел. Секундочку, я в пакетик сложу. Винтики отдала, чтобы потом не искать их. Так, кстати, насчет этого. Вот такие пакетики покупаю. И детальки неисправно отдавать. И, в принципе... Да-да, спасибо, компьютер, заглушечку. Угу. Это все туда идет. Конечно, с одной стороны хочется сесть, спокойненько разобрать ноутбук, собрать, отремонтировать. С другой стороны, иногда и такое нужно будет делать. Не знаю, посмотрим, хватит сил, не хватит сил. Пока вроде быстро идем. Я думаю, что успеем все посмотреть, все ноуты. Может, тогда что-нибудь отремонтируем. Ну, помимо того дела, я думаю, что прошивка это не совсем. Так, что нужно? У нас от Type-C. Type-C, значит, Type-C. Так, включаем. Так. Походу батареечка заряжается. Нажимаем. Нажалась. Картинка. Есть картинка. Угу. Так, ну что-то кто-то опять гонит, да? Я так понимаю, что предварительно рабочий. Ну, окей, значит, идем. Несем его в категорию рабочий. Это у нас был номер 8. Так, это хорошо. Так, смотрим 9-10, наверное, да? У нас 9-10 вроде должен быть. Так, это номер 8. Так, а где 9-10? А, вот они. О, тут подгончики. О, у меня еще подгончики дали. 9-10. Давайте подгончики посмотрим, а то я не посмотрела. Подождет 9-10, смотрим подгончики. Сказали, что что-то мне там подогнали.
А сколько всего ноутбук? Всего 13. Апчи, будьте здоровы, Алексей, будьте здоровы. О, что за подгончики? А, видать, кто-то смотрел мой прошлый стрим. Я сказала, что как раз надо менять этот SOC. Кстати, вот он, я его поменяла. На такое же платье. Смог-тест пройден, есть картинка. Так, спасибо за подгончики. Раз, два, три, четыре. Я так понимаю, на доноры проца, да? Такое я люблю. Так, сейчас мы быстренько все глянем. Так, слушайте, все отлично. Ничего не пищит. Берем, берем, берем. О, вот это подгон, я слышу другой. Ого! Вячеслав. Мое почтение. Моя благодарность. Вот женские штучки, это я себе прям прикуплю. Ого-го, благодарю. Да. Блин, все, я уже мысленно покупаю штучки. Премного благодарна. Очень-очень рада. Кстати, да. Подписываемся в телегу, донатим. Все по ссылке в описании. Спасибо. Так, ну тут прям аж от такого доната забыла, что хотела. Ого-го. Так, я так понимаю, что это номер 9. Что, давайте почитаем. Установлен неисправный тачпад другого Lenovo. Хорошо. Сгорела плата из ремонта. Номера нас не интересуют. Заменен тачпад. Здесь не рабочий. Сквозной прогарник. Подлежит ремонту. Ну, короче, прям звучит хорошо. Так, здесь Wi-Fi и правый USB не работает. Правый USB не работает. Давайте-ка сразу глянем. Это правый же, да? Правый USB не работает. Давайте-ка я его отложу. Чуть позже вернусь. Так, он раскрученный. Угу. Не включается. Я, к сожалению, не знаю, что человек имел в виду, когда я это писала. Тут через третьи руки, тут такое. Это не взятка. Это порадовать, порадовать мадам, как мне сегодня назвали. Так, Алексей, я вас слышу про матери. Давайте, знаете, как сделаем? Я вам поставлю вот как это себе галочку, заметочку. Надо сегодня досмотреть все эти ноуты. Вот. И можем действительно глянуть эти матери. Живые, не живые. Ну, вряд ли живые. Там, скорее всего, как доноры чипов. Но, может, что-нибудь даже починим, посмотрим. В принципе, интересно посмотреть. Ну, тоже в каком состоянии. Что к чему. Так. Там вроде одинаковые, как раз можно глянуть. Сейчас мы подцепим куда-нибудь. Подцепим. Это, наверное, моих ногтей не хватает. Может, матери живые? Блин. Мне прям эти мысли закладываете. Я теперь вот думаю, может, глянуть. С другой стороны, сейчас гляну, и называется, и тут Остапа повезет. Да, не взятка. Все правильно, это не взятка. Но не все же мне будут донатить при условии овцы. Что я установлю что-то овца. Так. Подцепила. Так, он у нас полупустой, да? Полупустой. Так, винтики в пакетике каком-то. Так, ага, прогарчик. Глянем сейчас. Тут что у нас? Так, оперативки типа нету, но она может быть и в пазе. Я, к сожалению, не помню. Так, сейчас мы в пазике вставим. Оп. Давайте глянем в микроскопень, потому что... Или нет, давайте, знаете, как сделаем? Посмотрим, что у нас здесь. Где моя Утя? Рита. Вот, видно вам? Видно. Видно же? Попищим. Видно, слышно? Угу. Жду говорящую. Комбит прям не сдается. Какой молодец. Так. Посмотри, где первый входной. Скорее всего, тоже пробил. По питанию по отца, я так понимаю, пробито. Но вот
Хотя, наверное, лучше не в пищалке, а то так неинформативно будет. Понятно, что тут все отъехало, но... А нет, может и не все. Вообще, может, и есть смысл починить. Ну, в смысле, выпилить прогар и посмотреть. Потому что, судя по вот... Ну, вот одна из фаз по питанию проца. Всем привет. Пошел в начало. Не-не, Камикадзе, оставайся, тут все в процессе. В чем может быть причина, если не работают USB-порты в ноутбуке, сам ноутбук работает? А в чем угодно на самом деле. На самом деле бывает как что? Само питание. Сейчас, одну секундочку, ребят, прям одну секунду. Так, да, я тут. Так, почему не работает USB? Не видно, чат мешает. Окей, сейчас все перепокажу. 5 вольт может быть занижено или вообще отсутствует, да, например, Бомжур. схема, которая отвечает за питание, не работает, то есть. Может быть, дата-линии пробиты. Да что угодно, на самом деле, да, вплоть до сбитых элементов. Да, может, хаб отъехал или хабовая часть. Ну вот здесь... Да, он не работает, но он пищит. То есть дата плюс, дата минус. Скорее всего, Мир, хабовая труд, часть отъехала. май. С Если праздником, товарищи. все остальные работают, Ура! кстати. Ну, вернемся попозже, я посмотрю. Потому что если все остальное работает, в принципе, можно дата плюс, дата минус куда-нибудь в другое место прикинуть и будет работать. Смит, бомжур. С праздничком, да. Так, Залман. Не видно, чат мешает. Так, не видно, чат мешает. Значит, мы вот так сделаем. Сгорело питание проца. И, в принципе, шанс, что отъехал пронц, довольно велик. Однако, вот, что я хотела показать. Так должно быть видно. Ну, короче, 4 Ом. Есть вероятность, что проц все-таки выжил. Да. Комбит, я понимаю, что... Ну, если прям тебе очень хочется, я могу вот, давайте сейчас я этот и этот сделаю, небольшой перерывчик, водички попью, все дела, и я попробую посмотреть, может, можно как-то включить озвучку остальных. Да. В самом хорошем случае хаб приехал. Ну, такая вероятность тоже есть. Предлагаю заглянуть под микроскоп и посмотреть, что тут вообще происходит. Так, вот тут мне не нравится то, что винты слизаны. Это вот плоховасто такое дело. То есть как бы не один раз разбирали. Ну, откручивается нормально. Питание есть? Угу. Проверьте тестером. Если нет такого тестера, на обесточенной плате, обесточенной, мультиметр в режиме измерения падения напряжения, то есть, ну, диод, вот, проверьте, чтобы одинаково на дата плюс и дата минус было. Ну, в крайнем случае, можете в режиме пищалки посмотреть, потому что если пробивает, то на землю, скорее всего. Так, ну, раз компьютер хочет, хорошо. После вот этого аппарата небольшой перерывчик, чаечек, водичка, все нальют, все потусуются, вот. И я посмотрю, как сделать так, чтобы читало все. У Restore.ru читает всех. Ну, Restore молодец, значит. А я перемещаюсь дальше. Так. Еще я помню посмотреть платы, которые с подгоном. Я все запоминаю. Так. Перебираемся вот сюда. Так, что тут у нас? Где тут у нас? Так. А вот как-то так. Опа, аноним. В лэптопе лучше. Да, а я такая. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Вы продолжайте, не останавливайтесь, не стесняемся. Спасибо, ребят.
Так. Что тут у нас произошло? Угу. Так, я вот на этом дросселе делала замер. Блин, ну на самом деле есть шанс, что проц у нас выжил, но, как бы так сказать, вот далеко не всегда такое бывает. Так, это у нас SRLD9. Ребят, если есть кого-нибудь под рукой там, можете посмотреть, что тут за SOC стоит? Какое-то поколение у нас? 10-й, наверное. Можете глянуть? SRLD9. Спасибо. Компаунд Lenovo, все хорошо. Так. Ух ты ж, смачно тут. Смачно. Ну, прям так хорошечно. Все аж сварилось. Так. Я так понимаю, что они запараллелены. В принципе, можно попробовать. Ну, не знаю. Чуть-чуть ковырнем, посмотрим, насколько далеко. Да нет, в принципе, недалеко, смотрите. Сейчас я так сниму этот слой. Вроде не очень далеко. Вот то, что вширь могло пойти, это да. Это у нас все фигня. Угу. Может, и есть смысл. По-хорошему сейчас вот это все отмыть, убрать вот это все лишнее и глянуть. Конечно, это все вот это надо снимать. Дермотик у нас по-любому отъехал. Вот. Сейчас глянем. Так. Блин. Так, а я мерила... Где? Здесь, да, сопротивление? Ну, в принципе... Эти два. Так, третий. Ну, вот этот целый, да? Вот эти два, скорее всего, оба надо будет менять. И обвязку. Ну, не знаю, даже не знаю. Угу. Так, вижу. Спасибо за Бали. Спасибо, Дмитрий. Андерлейк. Даже так. Спасибо. Так. Так, Алексей, это вы тоже хорошо придумали, наверное, да, так удобно сразу проверять. Так, ну 12-е поколение. Блин, 12-е поколение, в принципе, имеет смысл попробовать. Ну, по ощущениям, как будто бы вширь хорошо. Раз. Так, первый слой, второй, третий. Нет, там до третьего слоя, вот третий слой я вижу тоже. А, нет, смотрите дальше. Ну, минимум 3 прогорело. Первый слой, второй слой и вон там третий. Ну, в принципе... Так, подумаю. Катя, добрый вечер. Хакер, приветствую. Приветствую вас. Я бы сказала так. Раз более-менее свежий, наверное, смысл есть. Тщательно все это отфоткать, посмотреть. Ну, схема не схема. Сейчас тут не столько схема важна, потому что, в принципе, он там целый есть. Можно его взять за основу и воспроизвести, повторить более-менее. Так, Екатерине сколько лет в ремонте? Забали, наверное, да? Я чуть-чуть позже отвечу. Сейчас вернусь к вам. Так. Давайте, знаете, как сделаем? Я его чуть сейчас протру. В принципе, 12-е поколение, наверное, имеет смысл глянуть. Два из 3 дермосика. Ну, да, наверное, все-таки, ну, может под видосика, может без видосика. Наверное, да. Имеет смысл. Тогда так. Этот идет, значит, в сторону ремонта. Здесь все ясно. Собираем. Хотя, я так понимаю, что его уже частично разобрали, но нас же это не остановит. Вспомнил, как плату мозгов частного привода чинил возгорание из блока. Питание поджарило
Вот и снизу 2 слоя прогорел. Земли, питание, 8 проводников установил. Да, бывает и такое. Порой кажется, что совсем чуть-чуть начинаешь лезть, а там в слои и так прогар ушел. А бывает там прям ух, а на самом деле один слой и все. А дальше земля. Но все-таки надо обзавестись тестерами нита, но и обратиться к великому DIY. Ну, можно, в принципе, собрать. Сейчас есть схемы и тестер инициализации, тестер USB. Собираются на ардуинчике, на STM-ке. Как минимум быстрее это все делается. Так, забали, смотрите, сколько лет в ремонте, тут как, лет 10 всего, но 10 лет назад я впервые взяла в руки мультиметр, паяльник и 3 дня читала на форуме, как паять. Так что с того момента как раз 10 лет. В апреле, наверное, или в мае. Ну, короче, вот прям десяточка. Да. Так что так. Значит, этот товарищ у нас идет на ремонт. Его мы будем оставлять. И продолжаем так, в сторону ремонта идет. Следующий, сказал заведующий. Так, Wi-Fi, правый USB. Ну, с правым USB не включается. Сейчас включим. Так. Включается. Ну что? Давайте смотреть. Так. Хорошая новость. Бурим прогар. Прогар будем бурить, пилить и пытаться восстановить. Но в рамках сегодняшнего стрима наша задача посмотреть 13 аппаратов, чтобы понять, что с ними делать. У нас уже попались несколько, вот в стопочку идут рабочие, то есть мы их откладываем. Те, которые надо еще додиагностировать, и те, которые уже, в принципе, ремонтируют. Но это второе, третье, все в одной куче, те, которые оставляем. Надо сейчас понять, что с ними делать. Так, сам ноут работает, как мы видим. Видим? Уже видим? Мы видим. Левый USB работает. Это хорошо, потому что бывает так, что пробивает одно, а потом не работают все. Вы скупали доноров ноутбука, чтобы учиться. Еще один вопрос. Я слышал, что вы работаете только сервисами. Я с честными лицами не работаю, да. Так, приветы. Чат бы на экране поменьше и прозрачнее. Или вовсе убрать. Так, слышу. Пока насчет чата я вот только первый раз его вывела. Наверное, да. Насчет полностью убрать не знаю, потому что периодически люди спрашивают, остался ли чат, где-то что-то почитать, но, возможно, либо меньше, либо попрозрачнее, действительно. Но я вот вижу. У меня просто картинка в телефоне, она не отличается от того, что вы видите, вы-то видите вместе с чатом. Учту, все учту, вы пишите, потому что, я пока тоже ориентируюсь, но я вас услышала. Так, по поводу... Скупал ли я доноров? Блин, это сложный вопрос. Вопрос простой, ответ будет сложный и неоднозначный. Так, можем как-нибудь обсудить. Смотрите, как мы видим здесь, мы видим и слышим. Пищит проблемки. Так, там был еще Wi-Fi. Wi-Fi. Как мы видим, не работает Wi-Fi, да? Да, написано Wi-Fi и правый USB. Что бывает? Бывает программная такая штука. Надо бы проверить. Наверное, мы так и сделаем. Параметры сети интернет. И тут вот есть сброс сети. Давайте попробуем сбросить сеть. Так, компьютер перезагрузится. Пусть перезагружается. Но я смотрю, тут уже кто-то AIDу ставил, то есть человек в теме. Угу. При планировании стрима вроде есть кнопки записи чата средством YouTube. Посмотрите потом настройки. Я посмотрю. Мне кажется, что я ставила, сложновато еще. Я вас услышала. Сейчас я скрин даже вот так сделаю себе. Ага. Посмотрю. Правый USB, походу, жахнул супрессор. Надо посмотреть. Так, смотрите-ка, Wi-Fi-чик мы починили, то есть сброс сети помог. Это хорошо. Одной проблемой меньше. Так, тогда так. Надо бы... Давайте, может, разберем, глянем, что там у нас.
Wi-Fi, ладно, то, что правый USB. Так, здесь звездочка есть у меня такая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 5-6. Угу. Может и супрессор, может. А почему не работать частными лицами? Потому что в сутках 24 часа я просто не вывезу физически. Да. Так. Угу. Давайте смотреть. На Авито, там вот вы ранее спрашивали, я покупала, на них тренировалась, скажем так. Да, хороший опыт. Недавно тоже кто-то в комментариях спрашивал, с чего начать. И я сказала, что, может быть, как раз попробовать. Ну, если как хобби, он человек спрашивал, как вот хочет такое хобби, подобного плана, с чего начать. И я сказала, что, может быть, как раз попробовать на Авито прикупить. Потому что, если как хобби, это такое довольно интересное хобби, скажи вам. И это да. Так, сейчас мы звездочку найдем. Так, это не звездочка. 6 должно быть. Так. Раз, два, три. Ну, давайте. Давайте. Оп. Блин, что-то не то. Вот чем думали те, кто в офисах, где работают компании, в Силикон щелкает постоянно. Антистатик помогает, но ненадолго. Ох, это да. А еще когда влажность вообще такая низкая или высокая, в любом случае то и то плохо. Так, как бы нам... Что я не могу подобрать. Может, мне другой наборчик взять? Вроде как его можно, кстати, купить, но это не стоит. Угу. Так. А где звездочка? Шестереночка. Блин. Слушайте, а как я его разберу-то? Найти не могу подходящую. Нам винты слизывать не надо. Нам такое не нужно. Так. Так, вроде нашла. Так. Что там у нас в чате еще происходит? Добрый вечер, удачного ремонта и хорошего стрима. Спасибо, Иван, спасибо. Благодарю. Так. А мы продолжаем. Итак, как я говорила, этот аппаратик сейчас смотрим, решаем, что с ним делать. И, наверное, чаечек, водички. Я попробую посмотреть, может, что там можно сделать, чтобы все-таки озвучка стрима была, что все сообщения озвучивали. Потому что, как я понимаю, модерацию читает, это читает. То есть, в принципе, это читать-то он умеет. Осталось только понять, как сделать так, чтобы он все читал. Так, ну здесь глянем, еще бывает. Ну да, вот он, еще один. Чуть мы винтик не пропустили. Так. Потоньше что-нибудь. Где ты? Кстати, во-первых, кто прочел мой ник правильно. Это радует. Это радует. Так. Ну что, готовы? Я вот пока не очень. Еще одну открывашечку возьмем. Че, как у вас там 1 май проходит? Опа. Опа-па. Так. Так, подождите-ка. Сейчас давайте АКБшечку я отключу. Это мы не убираем. И у меня вопросики появились. Давай. Оп, минус ногти, Катечка, ну ладно. Итак, у нас не работает вот этот USB, а этот USB у нас на доплате. Потому что физически он целый. Это USB 2.0, да? Нет, это USB 3.0. Блин, я только сейчас увидела. Он просто черный, я привыкла, что синий. USB 3.0. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Так. Наклеечки все эти снимем. Так. Давайте-ка мы под микроскоп
Или давайте здесь сначала, а потом еще раз под микроскопом. Так, сейчас мы сделаем, чтобы вам тоже было видно. Так. И вот так должно быть видно. Винтики пока сюда. Так, красно на землю. Смотрим. Значит... Так. Еще вот здесь вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, 191.0. Смотрим. Смотрим. У нас по USB 3.0, я так понимаю, да? Да, это у нас по USB 3.0. Так, а по USB 2.0, наверное, с обратной, да, стороны? А, нет, стоп, вижу. Я вам сейчас под микроскопом все покажу. Мне просто надо тут глянуть, чтобы мне самой было видно. А может, и с другой стороны. Так. Куда он идет? Куда ты идешь? Вот он, нашла. Так, сейчас я вам буду все показывать. Все вам покажу. Так. Я часто советую прошвырнуться вам. Ну, совет специфический, но тем не менее. Я сейчас вот, наверное, даже можно будет не разбирать полностью до плату, но посмотрим. Так, как бы нам посмотреть. Так, она у нас на шлейфике. Да, доплату можно снять. Это хорошо. Сейчас буду все вам под микроскопом показывать. Блин, вот то, что винты сорваны, это, конечно, плоховато, потому что любая сборка-разборка с сорванными винтами, она не очень хорошо на самом деле. Так. Здесь вот маленький еще винт. Угу. Вот тут еще. Тоже сорванный, да? Ох. Хорошо. И еще один. Давай. Так. Это мы убираем. Батареечка нам сейчас не нужна. Угу. Оп. И отсоединяем. Все. Пошел. Так. Итак, что нам нужно будет? Это нам сейчас пока не интересно. Так. Так. Отплату я отключила. И так, один, кстати, работает как сервер. Угу. Давайте посмотрим, помогло-то нам это или не помогло, потому что так, надо будет только достать. Слушайте, это очень хорошая новость, потому что сейчас плата не подключена. То есть дело в плате, то есть с вероятностью очень большой просто остался живой. И это прекрасно. Давайте глянем в микроскоп, потому что я так понимаю, что, можно, конечно, заменить ее, но я думаю, проще будет сделать ее. Так, этот я беру с собой. Давай, дружок, ты идешь со мной. Мы идем под микроскоп. Хоп, под микроскоп. Так, чуть-чуть повыше или пониже, да? Что мы тут видим? Так, а мы видим следующее. Так, это у нас USB 3.0. Где-то... USB 2.0. По-моему, вот эта часть или вот эта. Сейчас давайте вот так сделаю. В режиме прозвонки должно быть слышно. Смотрим.
Вот она, да. Значит, USB 2.0 вот эта штука у нас. А с этой стороны тоже. А куда она идет? Здесь все ок. Здесь... Так, USB 3.0 мы тоже проверяли. Да. И куда же ты идешь? Давайте еще сам внутрь глянем. Мало ли. Такой не должно быть, конечно, но... Нет, визуально целенький. Визуально целый. Так, он уходит сюда. Опа, смотрите-ка что. Как вам такое? Видимо, так грелся, что оплавился. Да. Такое редко, но бывает. Но реально редко. Обычно все-таки комбинированный отлетает. Ха-ха-ха. Так, ну привет. Ну привет. Смотрите. Так. US1. Еще бы знать, что это. Давайте-ка попробуем все-таки посмотреть, что это, хотя бы приблизительно. Так. Всех приветствую. На платье расплавилась пленка. Да, но она сама по себе не плавится, только от больших температур. Так. Так, народ, есть ли звук? Прием, прием. Меня слышно вообще? Так. Как будто звук пропал. Нет? Всем привет, привет. Есть звук? Либо у меня с телефона что-то он перестал звук показывать. Да, слышно. Ок, все, отлично. Никакого звука не Мистер слышим. Смит. Смешно. Так, значит, у меня телефон что-то решил повыделываться. Что, не слышите, да? Ай-яй-яй. Хорошо, хорошо. Будьте здоровы. Итак, давайте еще раз пшикнем и глянем. Эти мальчики, хулиганчики. Так, сейчас будем разглядывать дружно всем чатом, что это за микросхемка. Так. Итак, чат вам мешает. Вы справитесь. Так, нам надо понять, что это такое. Угу. Да, прогарчик, точно. Ну, на самом деле радует, что комбик у нас остался живой. Ну, должен был остаться живой, да? Так, что-то где-то, мне кажется, я видела что-то подобное. Не уверена, что на доплате, по-моему, на каком-то леновике. Что-то я видела. Так. Знаете, как сделаем? Угу. Да, по названию платы можем посмотреть. Так, ну что? В принципе, так. Плата у нас однозначно идет на ремонт, ну, в плане ноута. И надо будет посмотреть, есть ли у меня что-то подобное, то, может, если есть, сейчас бы махнули. Так, вот есть ли или нет. Всем привет, всех приветствую, всем привет. Так, что где-то я что-то видела подобное. Так, ребят, плата такая... Да понятно, что на Али стоит
в принципе. Но если можно поменять, лучше поменять. Предлагаю сделать следующее. Во-первых, узнать, сколько меня смотрит, сколько лайков. По возможности. Ребят, жду. Так, во-вторых, я, наверное, сейчас пойду чеку себе налью. Контроль я пыхну, перетрудился немного. Да что-нибудь подключили. Вот эти все картинки с плеткой. Ой, с плеткой, я уже заговорщики по Фрейду. С пленкой, да. Ну, можно попробовать схему скачать, может, на схеме есть. Или, в принципе, посмотреть по маркировочке. Жду от вас, сколько смотрит, сколько лайков. Так, наверное, чаечек, водичку. Все такое. Да. Я думаю, пленочку можно, в принципе, снять. Она особо... Ну, не то, что не нужна, нам сказал, даже мешается. Вот так. Да. И попробовать... Даже столкнуть. Лайки, спасибо. И попробовать посмотреть, что там со звуком, как сделать так, чтобы чат весь озвучивался. Во всяком случае, к комбиту прям хочется. Так. Так. Точно. Почти 5 o'clock. Tea time. Ну да. Время чая. Угу. Так. Я все еще жду, сколько там у нас смотрит и сколько лайков. Так. Где тут звук? Ну, в смысле, звук-то вот, а вот плагин, активен, Алиса. Так. Опа. Сейчас попробуем. Угу. Так, еще раз. 63 63 смотрит. Благодарю. Угу. Так. Сейчас попробую сделать... Так, звук чата. Обновить кэш. Окей. Ну-ка, напишите что-нибудь. Будет звук? Есть звук чата? Комбит, что? Есть? Что? Блин, пойду я тоже... Сейчас. Так, тут реакция комбита, видимо, что-то есть, да, какие-то изменения? Комбит, Она говорит. Она говорит. Дмитрий Айченко. Говорит, да? Отметимся, Да? +1. Блин, надо проверить. Отметимся +1. Так, я немножко вас поругаю. 63 смотрит. Отлично. Остальные. Алексей Сейчас вот Егоров, самой придется смотреть. Хэндпинг Вейвен. Сколько лайков, сколько смотрит. А мне не так просто посмотреть, потому что у меня-то, видите... Виталий, Отлично, звук. привет. Приветствую. Сейчас вот придется Лекс все самой вот так вот, 666. мальчики. Понадеялась, Отличный рассчитываю, звук. можно сказать, на вас. А вы? Эх, обновим. Так, 60 смотрит, 77 лайков. Ну, давайте я тоже поставлю лайк. 78 будет. Хорошо. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, отличный звук. Приветствую. Так, давайте буду сама слушать. Оно Александр существует, оно Мытишкин. живое, оно работает. Существует. Так. Слушаю. Дмитрий Может, заведи планшет. Айченко. А лайки Может, где? это хорошая идея. МС, может, заведи планшет. О! Иван Тестер! 51. А что за микросхема Тестер, сгорела? привет! Тестер, ну ты, как всегда, Виталий, прав. ура, заработала Не могу не овца. согласиться. Спасибо. Алексей Егоров, таки доброго вечера. Алексей Симаков, в чате 72, доброго вечера. а остальное не меняется. Так, я так понимаю, сейчас будет вакханалия. Я буду говорить, звук говорит, а я много говорю.
Так, ну что, ребята, тогда делаем так. Оставляю вас с Утей, с чатом. Теперь можете общаться голосом, и я пойду себе чеку. Я беру с собой и микрофон, и чат. Я его сейчас выключу, но при необходимости включу, буду бдить. Думаю, встреча через 2-3 минуты. Пока осваивайтесь чат. Теста, мир, труд, май. Июнь, июль, август. Лаптоупия, ура, оно работает. Иван Веревкин, все смотрим, все лайкнули равно. Лекс 666, приятной обжираловки. Иван 51, ну вот так всегда. На самом интересном месте. Дмитрий Альченко, главные ожидания июнь, июль, август. Теста, Иван, спокон ее. Ща все будет. Смит не даст соврать. Алексей Симаков. Лайки и подписки не меняются, а вот количество сидящих в чате до сейчас 59. Комбит, я все вижу. МС, я чту Комбит сказал, пока. комбит сделал. Да. Другой рестори. Почему меня не читает? Комбит, и где мой донат, что я отправил? Теста, комбит, дон тупит. Комбит. Сатоуши Накамото, с праздником всех. МС, потому что других не читает, подчеркивание. Другой рестори, мой основной канал игнорит, отсюда работает. Алексей Симаков, овца работает норм, наконец-то. Дмитрий Айченко, +7 на улице. Питерская весна. Комбит, другой рестори, привет. Теста, другой рестори, каким стежком толстую кожу шьют? Другой рестори, здорово. Давно не виделись. Комбит, а я-то как рад говорящей овце. Так, я тут. Вот у мальчиков и радости, говорящие овце рады. Все правильно. Может, лимончика? Так, дайте, наверное, еще за лимончиком еще минуточку. Другой рестори, сидельным. Сердечки пошли, хорошо. Сергей, подчеркивание СТВ. Здравствуйте, Спасибо, коллега. Сергей, спасибо. Удачного ремонта.
Алексей Симаков. Мир, труд, май, шашлычок и пивас. Виталий. Мы захватили еще один канал УХАА. Теста. Другой Ристори Леха. И правда ты? Комп бит уха. Теста. Виталир. Ну, захватывалка еще не выросла. Другой Ристори, да. Это же мой второй канал. Комп бит. Алексей Симаков. Чёт сегодня все стремят. Вон Копс-мастер в эфир вышел. Теста. Другой Ристори. Комп бит. Тяжело принести лимон денег. Другой Ристори. Я еще и завтра планирую. Теста. Комп бит. Тяжело не принести. Тяжело сохранить. Тяжело принести. Ну да. Так. Угу. Иван 51. У меня сегодня день хуже некуда. Возился с ноутом. Изменил сокет ЛГА 1200 так по второму каналу памяти 2 пропуска. По Б-каналу видеопамяти ошибки сыпались около 50-70, а на новом стало 90. Комп бит. Теста точно. Теста. Другой Ристори. Да ты аще беспредельщик. GoNet. Алиса, включи чай вдвоем. Комп бит. Иван 51 печально. Так, да, Иван 51 вижу. Так, ну что, еще немножечко. Так, тогда делаем, я думаю, так. Ну, вот идет в ремонт этот. Ну, соответственно, буду смотреть, что там за микросхемка-то и так далее. И давайте смотреть следующее. У нас еще много. Максим Шивелов, привет. Это ТПС 2544. Мне кажется, я на Lenovo ее встречала, эту микросхему. Теста. А то ходят тут всякие. Налоговые. Иван 51. Завтра все переделаю. Так, а еще получается, что мы одновременно с чаем. Все уже с чатом говорим. Может, озвучку чата сделать потише немножко? Или оставить вам побаловаться? Алексей Симаков. Интересно, куда подевался техремонт. Раньше и видосы выкладывал и стримил, а сейчас затих.
Комбит, видите микросхему? Нет? А она где, то есть? Фазер, народ, не подскажете нормальный ДРР 3, 4 тестер? По каким словам искать? Теста, Кать, а кружку ты у Ристари отжала? У него тоже мелкие. Комбит, озвучка как есть, нормально. Иван 51 и так сойдет. Нормальная кружка. Александр Имеет Мытишкин, размер можно и значения? вообще Нет, выключить. это дело Сиорджист, сугубо лично мне она каждого. вообще не нравится. Приходишь послушать автора, а слушаешь непонятно, что в чате. Воламас, я бы вообще озвучку чата выключил. Напрягает. Имхо, только не обижайтесь. Другой рестори. У меня что не кружка, то шедевр. Ну, я думаю, с озвучкой побалуются ребята и решим. Комбит, Фазер на Авито, поищи тестер DR4 Соудим Asus Postcard. Комбит Увик Он. Так. Сейчас еще пару GoNet глоточков 60 смотрит, чаёчка подат и активность. продолжим. Алексей Симаков, а нам то зачем говорилка? Это вам надо, чтоб не отвлекаться. Теста, Фазер, ищите по ключевому слову электролоб. Теста. Эти ребята делают отличные тестилки. Другой рестори. У. Так. Фазер. Российский рынок, увы, мне тут недоступен. Комбит, тестер, DR3, у них с одной стороны кривой. Я заказывал под DR3/4. Так, а напомните мне, это у нас какой номер был? Фазер можно найти на Али. Другой рестори. Смаж. Иван 51. Чем-то напоминает чат у Евгения. Теста. Комбит. Ну, процент брака никто не Так, отменял. это был 10-й. Угу. Значит, нам нужен 11 и 12. Комбит. А что там с ноутбуком номер 4 и сбитым МДА? А что там с ноутом номер 4? Со сбитым СМД. А что там с ним? Комбит. Теста. Ну да. Давайте я сейчас 11-12 гляну, и там уже вернемся. Так, там 11 и 2 мака еще, да? Там давайте 11 посмотрим. Напомни мне чуть позже номер 4, я что-то не помню. Так, 11 не включается. Так, а он у нас без всего. И в том числе... Теста, смотрите, Кэт, у нас а ты корячка маки сломана. тискаешь. Комбит. Напоминаю, что напомню позже. Да, маки тоже. Напоминаю, что напомню позже. Хорошо. Так, у нас
Угу. Вячеслав Федин, а ты как сотрудник работаешь или на себя? Так, у нас Теста. батареечки Хотя, биоса зря нету, спрашиваю. и самокорректка Я тоже. сломана. Ну, хоть GoNet, материнка а есть, чё да. номера карты нет в описании. А что за номера? Иван Которые 51, ну хоть материнка карты есть. или карты? Нет в описании. Не совсем поняла. Так. Оп. Так, давайте-ка смотреть. Угу. Комбит, Вячеслав Так. Федин, она на Что себя там у хобби. нас? Слушаем. Теста, номер карты для прямого доната. GoNet, карты каниш. Так. Так, номер карты для провода доната, карты, конечно. Комбит, есть пульс. Так, есть donation. Угу. Итак, что тут у нас происходит? Без батареечки биоса такое возможно. Поможет либо еще раз перезагрузить, включить, либо... Давай. Вот он пищит. Еще раз даю слушать. Выключаем с кнопки. Включаем. Должен перезагрузиться. Перезагрузился, отлично. И... Теста. Кать, ты сейчас напоминаешь терапевта с стетоскопом. Пульс слушаешь. GoNet, Та-да-дам. ты серьезно? Есть у этих аппаратов. Я уже Алексей говорила, Симаков, уже это второй надеюсь, ноутбук и на до этом стриме спектрумов такой ручки же. шаловливые На самом дотянуться. начале был Не то ли все под же номером ноуты 2 или тискать. каким-то Пентагоны таким. 128 на советской рассыпухе очень офигенный квест. Так, Иван это не 51. BIOS. Бивосу Это плохо. особенность этой платы. Она без батарейки КМОС так себя ведет. Комбит, магия. Поменять кареточку и, собственно, нормальную батареечку поставить. Секунду. Надо вот так сделать. Магия. Угу. Блин, звук чата, конечно, отвлекает. Это вот если я мало разговариваю, включить вас на фоне, вы там общаетесь хорошо. Когда я много болтаю, я и вас слушаю, и так, конечно, тяжеловато. Ну, посмотрим. В общем, скорее всего, рабочий, но все равно пойдет в стопку на доработку, потому что без батареечки Фазер. он так и будет себя ООО вести. у меня был пару месяцев назад с Мгм. такой же фигней на старте. Причем с батарейкой все было в порядке. А с батарейкой он будет себя вести Магия абсолютно это так же. только Сейчас для даже тех, покажу. кто не учил в школе физику. Сейчас где-нибудь возьму батареечку. Так. Такое происходит после сброса настроек МОС. То есть если вы просто хотя бы один раз вытащили батарейку, пока он не прогрузится, так и будет. Комбит. Дед Кулибин стримит, и без говорящего чата ему уже Вот, непривычно. 3.3. И теперь смотрите. Special for you. А нет, смотрите, можно даже не менять. Она... Не, ну поменяем, конечно, поменяем, но держится. Пальцем придержу. Он... Алексей Симаков. Овцу в наушник, а нам отрубить так логичнее. Например, пустить ее в Bluetooth наушник. Так. Дмитрий Штепа. Всем привет, успел. Слышите, так же сейчас? GoNet. Теста. поближе поднесу. Почему она только на донат? Разве сложно номер карты скинуть? Комбит. Дмитрий Штепа Ку.
Всем привет. И оно так и будет. И нужно именно с кнопки выключить, включить, он перезагрузится, и потом будет работать. И только так. Это при том, что я вот сейчас батареечку вставила. Это особенность этой платы. Так же, как без подключенной матрицы, без включенного шлейфа матрицы, он тоже не стартует. Вот. И теперь уже он, видите, включается, выключается, работает. Но стоит опять сейчас вытащить ее. И я ее даже вставляю назад. Вот она вставлена. И угадайте, что? Поближе микрофон поднесу. Поэтому каждый раз именно на этой плате, после того, как вытащили батареечку BIOS, даже если вы на место ставили, она в порядке, только так. Комбит PP. Теста, Кэт, у ваш Гледунов. Дай им номер карты в описании. Действительно, зачем эти проценты мимо кассы? Что думаешь, нужно? Так. Вот даже не знаю, с одной стороны, нет, не надо Иван никаких сторон, наверное, 51, все-таки на но это доработку. долг. Все-таки я У самого поменяю лежит, каретку никак BIOS, подойти не иначе могу. залезут Не опять от работает работы. от АКБ. Угу. Наверное, все-таки пойдет в категорию доделать. Теста, Да. да пусть будет. Окей, так, это у нас был 11 и еще 2 мака, да, у нас? И еще 2 мака. Так, это прошки у нас. Александр Блин, у меня так 3 Мытишкин, лежат, еще эти сделайте 2. виртуальную карту. Ну, ладно. Надо будет уже сделать. Сделайте виртуальную карту. Ну, скорее всего, да. Не думал об этом, но, видимо, придется подумать. Как бы логично. Итак, что у нас тут? Давайте с Фазер, этого и у начнем. меня потом после следующего ребута, с этого? у меня Давайте с все этого. равно пикал. Эти В общем, включался непромаркированные. ровно через раз. Ну, с будет кнопки. номером 12. Батарейка Так, была это у целой. нас Иван прошка, 51, да? точнее, работает через раз. Но когда не работает, то и Нормально. АКБ Давайте просаживает. посмотрим. Теста. Да, Сделать всё верно. виртуалку. Самая тема. А у нас есть звук. Виталий, на заднем Так, плане звук это есть, звук картинки метро. нет. Алексей Симаков, Маки на М1. Пока не знаю, на чем не смотрела. Так, ну давайте глянем, заряжается, не заряжается. Ну, так, давайте выключим. Так, выключили. Включаем. Звук есть, картинки нет, но, в принципе, понятно, в работу идет. Угу. Теста. Чё-то мне Так, кажется, Маки старее, еще один чем глянем. М1. Так, а с этим что у нас? В чем-то он. Блин, не хочу знать, в чем он. Иван 51. О, я знаю. Надо посветку поменять. Так, тоже прошка, да, у нас? Угу. Так, этот уже не включается, да? Так.
Интересно. Так, а у нас, смотрите, что происходит. Алексей Симаков. Ага, лампу ККЛ поменять. Не, нет, тестер, это не такие маки. Так, походу... Паблик Enemy. Всем привет Батареечка из тут солнечного того. Норильска. Дмитрий Айченко. Ну, Иван перекину 51 КБ, и по гляну, потому что, Свежку, видите, и она по Таньку. разряженная, и он не хочет заряжать. Можно, Иван конечно, ставить 51, поддержать, но а он этот сбрасывает, вообще скорее всего, рабочий. не зарядит. Да, да, скорее всего, рабочий, скорее всего, просто КБшечку поменяем. Ну, или стой, перекину, посмотрим. Комбит. Паблик Enemy Q. Так, что у нас тут за корпус-то? А, 2485, да? Ну, окей, пусть будет, пусть будет. Ладно. Так, тогда тут вроде все. Фух. Так, что там хотели еще посмотреть? Подарунки, да? Глянуть, что там повнимательней. Угу. Ку-ку. Фазер. Походу подбился вход зарядки. Либо гнездо, либо Ну, в Type-C общем, PD контроллер. туда идут. Так. Мульт, я смотрю, паянный. Так, нет старта. BIOS, мульт паянный. И не только мульт. Тесты, тут тесты, тоже Кэт. что-то А это поплавано. маки сконторские или частники? Тестер, я не буду отвечать на эти вопросы. Ну, все взрослые. Так. Так. Смотрим. Смотрим резиночки еще. В общем, маки идут на Кетхен, доработку. вы с Так, Германии что тут вещаете у нас? или по месту? Так. От СД ждем инфу от Кати. Ну, хорошо. Так, нет инициализации после прошивки Паблик BIOS. До Enemy. этого был Народ, пароль. кто-нибудь кассетными деками Хо-хо-хо. занимается? Prodigy и Chemical Brothers. Ништяк на кассетах. Так. В принципе... Да, тут паянная микросхема BIOS, ну, в принципе, ок. Так, ну здесь нет Нбрэм инициализации, 96. понятно? Угу. Знаешь, почему птицы плюют на пугало в поле? Теста. Нбрэм, ну ты Усё. прям ворвался Понял, в двух замяли ног тему. с вопросом с таким. Ну, расскажи мне, почему. Слушайте, плата нормальная. Можно даже... Тут разъемчика нету, да? Можно даже попробовать поднять, посмотреть, что да как. В принципе, я так понимаю, что они доноры ПРЦ. Рэм, ладно бы, если плюют. Так. Что-то есть какие-то пайки по пайке, но минимум. Нбрэм 96, потому что один в поле не воин. Так. Что, можем глянуть какую-нибудь одну? По-хорошему, конечно, надо бы позаниматься чем-нибудь полезным, но давайте глянем. Теста. GoNet Moscow. Так, что тут написано? Не формируется CDET. А что-то вообще формируется-то? Так, сейчас, видимо, надо будет на столе прибраться, то что-то я тут разнесла немножко. Так. У нас там еще видюхи, которые надо видюхами позаниматься.
Так. Нбрэм Приходит и- 96. А вообще? Сейчас Я первый- Н обновил. Да, первый входной мосфет у нас закрыт. Почему закрыт, непонятно. Теста. Нбрэм 96. Это Так, если только не тут еще- втельняшки. Ну тут разъем менялся. Да, тут должен быть контакт на разъеме, который должен тут замыкать что-то. Но тут менее на разъем. Так, стопы. Я тут вижу сбитый элемент. Ну-ка. Мастер под Йо-Йо, микроскоп глянем. здравствуйте. Так, чем я Мадам, занимаюсь? Я подскажите хотела название посмотреть. микроскопа, на который сейчас показали. Здравствуйте, мадам. Подскажите название микроскопа, на который сейчас показали. Так, это второй раз за сегодня меня назвали мадам. Даже не знаю, что сказать. Микроскоп, это китаец, Амзум, как-то так. Давайте я напишу в чат. Второй раз за день мадам, Гоунет, это да, ха, это сильно. не знал. Канал попался вчера. Я рядом мытище. Лаптоупия, Амзум. Мытищем привет. Иван Отлично, 51, привет. Даризюк сбили нет, а сдет нет Янабу Так, на чарджер, что я тут вот и ключи обнаружила? Почему я вообще смотрю эти платы? Кто там хотел закрыты. посмотреть платы? Кэт. Так, мадам. Не отвертишься. И зацени фото того, НБ что я подчеркивание сотворил. АРМ Часть 96. рисунка готова. И зацени Уже фото того, набил что все я тату? сотворил. Часть Блин. рисунка готова. Артур. Так, я посмотрю, наверное, чуть позже. Потому что сейчас я боюсь, я засмотрюсь, и вообще стрим в тарары уйдет. Смотрите-ка. Ну, что-то мне подсказывает, что Q101 отсутствует. Посмотреть бы схемку, что это такое. Так, дайте мне какую-нибудь, чем бы вам показать. Давайте, сойдет. Так, и разъемчик тут тоже такой немножко хитренький. Когда вы в разъем вставляете, собственно, зарядочку, вот этот контакт, видите, он должен замыкаться. Теста. Леха меня сегодня Вон идет. наманил. Покажись. Заказал у 05 GSM Sunshine DT 24R. Да, он идет. Дальше. Комбит. Так. Сравнить с другими платами. Ага, идет он туда. НБ подчеркивание АРМ 96. Так, посмотрим бы Первая по схеме, четверть что это с плеча такое. до локтя готова. Угу. Sunshine DT 24R. Это что? Кэт, так, мадам. Так, тестеры, ты туда же? Ну, тут сбитый, не просто сбитый. Надо посмотреть, что это, потому что... Алексей Симаков. Как бы коснутый, Q101 ну, нет, вроде а от всё в этого нет порядке. Эктот. Ну, не знаю. Нет, мы, конечно, можем не смотреть схему, просто перекинуть с другой платы и Сравнить с глянуть, что другими будет. платами. А прошлый раз платок недавно ремонтировал, там как раз вот здесь все оторвали, замкнули, и SFC вышел вон. Угу. Так, а с обратной стороны? Теста. Мультик. Мастер Йо-Йо. Спасибо. Так, вот BQ 24780S. Угу. Так, у них еще типовуха есть. Теста. Кать, а что не так? Ну-ка. Сейчас вспомнить бы, где она, эта типовуха. Где-то здесь вот. Вот здесь где-то не выходит из строя, да. Так, а вот это что? Вот по типовухе вот эти кондерчики вылетают. Вот мне вот это не нравится. Давайте-ка сделаем замерчик. Хотя что не так? Озвучку Да надо нет, всё так. привязывать к какому-нибудь спецсимволу в сообщении. Озвучку надо привязать к какому-то спецсимволу в сообщении. О, Комбит, это интересно. Это хорошая, это очень хорошая мысль. Подождите-ка. Так, мне нравится эта мысль. А как это сделать? Так, давайте-ка я запомню, запишу, я посмотрю это.
Я это посмотрю. Так, там Комбит. такое Привязать ощущение, к символу. что привязать к символу собака. Так, да, можно ли это сделать, надо проверить. Но, в Комбит. принципе, мысли хорошие. Так, то я вам рассказываю про типовуху, а сама не глянула. Надо бы глянуть. Так. Ну, я не знаю, сколько этих плат пришло. И, ну-ка. Теста. Так. Не уверен, что овца Обычно- так умеет. Но это действительно классная мысль. Посмотрите-ка, а? Иван 51. Вот к этому Да. символу. Рассказываем про типовухи. Я думаю, что слышно. Я вам сейчас еще и покажу все. Так. Угу. Так, должно быть видно. Этим уточку еще поставлю. Вот три кондера я уже много плат встречала именно здесь проблема. И как мы видели, сейчас еще посмотрим в микроскопе, Алексей Симаков. на этом Мелкий кондерчике треснул. такое Меняем. ощущение, что нагревался, там только какой-то флюс кипел, то ли он потемнел, еще что-то. И в принципе НБ не встречались, подчеркивание все встречались. 96. И первый, второй, Если и третий привязывать к символу, отлетали то кондеры. можно заставить озвучку И да. тупить. Тры-т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 ы. Теста. Как будем искать? Снимем все три? Или... Иван 51. Все три, я думаю, Хорошие снимать не кандеры будем. просто долго заряд берут. Сейчас я еще раз Комбит включу. смотрит 64 лайков, В микроскопе не 86. посмотрим. О, комбит, благодарю. Смотрит 64, лайков 86. Продолжаем лайкать, донатить и подписываться в телегу. Подписывайтесь в телегу. Теста. Комбит, мы не так умеем. Так. Вот так вот решила вам рассказать про типовуху, и прям ее мы и нашли. Совпадение? Не думаю. Ладно, шутки шутками. Так. Щас. Комбит. В глазами микроскопе найти же еще. видно Во. конденсатор, что треснул нижнее. Вот оно. Смотрите, какое дело. Ну, как будто все-таки вот этот. Комбит Но в маленький. принципе... Серега 2 лайка отправил факи Брюс Причем там именно Майлин. кондеры, по моей практике. Теста. Щисвирнус. Пятнистые. Так, 2 лайка не надо, давайте 3. Ну, сейчас посмотрим. Эх, что там было? Не формируется ЦД, ждем инфу от Кати, но Катя даст вам инфо, но сбитый Иван элемент надо было на место 51. поставить. Вангую на темный. Так, вангую на темный. Ну, давайте, знаете, как сделаем? Попробуем вот что сделать. Глянуть. Так, сейчас. Мне кажется, надо подсветочку немножечко так организовать, да? Да? Ну и нормальненько. Так, и... Так, я вот единственное не помню... Комбит. Ну. Сдвинуть сразу все 3 штуки и тестером. Фазер. Прям 0-0. Везет же людям на Прям кондоры. КЗ. А у меня только раз Давайте из на 50 нагрев. бывает. Ну, скорее всего, мелкий треснул. Алексей Сейчас глянем. Симаков. Мелкий треснул его и меняем. Иван 51. Надо сдвинуть. Так. Комбит. Фазер. А может и нет. Стойте, мелкий. Мелкий. Так, ну, реагируют и мелкий, и соседний. Еще раз ждем. Так. Так, ну вот этот второй по счету. Слушайте, второй по счету, походу. Видите, да, разницу? Давайте еще раз.
Я поставила на перемычку. Итак, смотрим мелкий кондер. Комбит. Ждем. Пусть остывает. Ждем. Так, второй по счету. Ну, здесь как бы быстрее реакция. Пусть остывает. Третий. Ну что, либо первый мелкий, либо второй. Так, либо Фаза. первый мелкий, либо Что там второй. искать? Ну что, давайте Отвертки их голосовалочку. по очереди сковыривай и готово. Если вы думаете, что проблема в первом кондюре, цифру 1. Если что, во втором цифру 2. А давайте смотреть. Плат донору, я так понимаю, много, так что... Комбит. Сдвинуть и Ну что, замерить. делаем ставки, господа. Алексей Симаков. Фазер, ну это с каской стороны. Глянуть у меня у селок Барк, у 101 под полный рекап лежит. Вот Первый или повезло-то второй? с Первый у нас армянскими маленький, к второй 50. побольше. Комбит 1. Теста, Кать, быстрее Тестер, а ты скинуть куда-то было. торопишься? Иван 51,2. Я пока чай попью. Так, 1, 2, то есть пока поровну. Угу. Дмитрий Айченко. 2 гадания в чате. Гадание в чате. Так, Фазер 1, 1. 2, 2, 1, пока опять поровну. Ну вот это вот некая закономерность, что вот сколько раз я пробовала, очень часто 50 на 50 выходит. Ну ничего, посмотрим. 1, 1, совсем 1. Комбит Угу. 1-1. Так. Ну, я думаю, мы сразу оба уберем и просто отдельно их посмотрим. Сделаем замерчики. Правильно же, я думаю, да? Так. 2. Виталий 2. 1, 1. Комбит 1, 1, это 2, остальные. еще 1. Иван 51. 1-1 это 2. 3. Так, кто-то Алексей умудрился Симаков 1. чуть-чуть Артем Иванов выпендриться. 3. Не без этого. Теста, я. В чате можно Да никуда. голосовалку сделать. Я как пилот Так, вы меня еще на транспортника. голосовалку в чате Успел поднимаете, сходить да? в туалет и покурить. Не, ну в принципе Ну, это кроме можно. покурить, не курю. Дмитрий Я бы сказала, в принципе, Айченко. В нужно. чате можно голосовалку сделать. Так, голосовалка в чате. Так, я где-то видела, читала. Так, голосовалка в чате. Так, насколько я помню, надо через YouTube зайти. Сейчас попробуем. Так. И... Алексей Симаков. С В чате телефона же вот у меня есть почему-то не голосовало, получилось. чего не юзаем. А у меня не получается. Ну, то есть там говорят на 3 точки, у меня нет никаких 3 точек. Сейчас попробую голосовалку здесь сделать. Теста. Кстати, Кать, ты научилась делать голосовалку? Тестер я вот в процессе, как раз в процессе. Так, перешла в панель управления трансляциями. Так. Взаимодействие с аудиторией. Там вроде где-то через опрос. студию. Так, кажется, нашла. Но с телефона у меня не получилось. А вот через компьютер, вот я, видимо, нашла. Так. Так, какой? Конденсатор. Так. Иван 51. Катя, да сдвинь ты эти Сейчас всё кондеры и сделаю. помсмати. Так, сейчас все сделаем. Так. Погнали, должна была появиться. О, вроде появилась.
Так. Пошли голосовалки, да. Комбит. Интрига за кадром. Барабанная дробь. Теста. О, получилось. И краткое. Комбит. Я Так, а у меня не проголосовал. появилось. Иван 51 есть. Так. Ждем. Сейчас глянем. О, ну тут пока 83% за маленький. 77 за маленький. Блин, надо уточнять, что, а то как-то без доп. Информации странновато звучит. Комбит. Заново открыть свой же стрим на телефоне. Сейчас попробую Коума заново X. открыть, да. Здравствуйте. Так, открыла заново. Здравствуйте. $69. Ну, так, тут, в принципе, давайте, интересно. Комбит. Коума X-ку. Открыла заново, но все равно нету. Теста. Ну ладно. Фазер. Маленький. 69. Так, Многозначительно. 71%. Угу. Начну выпаивать оба. Теста. Комар. Привет. Так, и буду посматривать, как там. Комбит. А горизонтально телефон повернуть, если? Горизонтальный телефон. Сейчас попробуем. Алексей Симаков. Ну, наконец-то будем голосовать как люди. Коума X. Конденсатор ни при чем. Ну ладно. Как-то конденсатор ни при чем. Голосовать как люди? Давайте. Как там у вас? Угу. Так, 63%, то есть все там уже не так однозначно, да? Фазер. Кать, зачем их выпаивать? Давайте. Кусачки есть же? Так. Алексей Симаков. Кондеры они такие подлые, что ППЦ. Комбит. Один. А все сообщения сделать в чате, а не только интересные. Теста. Комар. Причем с большой вероятностью. Это у них Ну, зачем типовуха. кусачки? Нам же интересно, в чем дело. Мы же тут голосовалочку устроили. Кто виноват, что делать? Иван 51. Ну, может, и КЗ в другом месте. Так. Ну, я думаю, что... Вулкан. Блин, а я даже не знаю, что Мастер-класс я думаю. 2 паяльниками. По реакции получалось так. Как будто бы второй был виноват. Ну, во всяком случае, мультиконтроллер на него больше реагировал, изменения сопротивления. С другой стороны, следы какого-то перегрева флюса на первом, на маленьком. Но опять же таки, может быть, он так сильно грелся во второй. Не знаю, давайте разбираться. Смотрим маленький. Смотрим большой. Да ладно. Теста. Чаще большой. Да что ты, Коума стой. X. Почему нет? Что происходит? Снять всю тройку. Попасть Даже туда не не могу. снимать, сместить, чтоб не потерять. Да. Так, да развернись. Все-таки метод нагрева работает. Комбит. Ну, е-мое. Иван 51. Надо взять тепловизор Угу. и подать 220. Очень-очень интересно. Метод рабочий. Теста. Однако большой. Угу. Иван 51. Я угадал.
Комбит Иван Так. 51. Надо будет его посмотреть, осмотреть. Да. Так, давайте-ка его посмотрим в микроскопе. Мне прям даже интересно. Алексей Симаков 61% за первый кандер. Получается, что вот Фазер. глаза-глаза, а Хороший метод Буду нагрева тоже и брать на измерения вооружение. сопротивления Хотя более обычно точным их оказался. сразу видно Так внешне. что так. Коума X. Ды, я так. Тестер. Прикольно же, если да. Александр Мэтишкин. А я нет. Так. Теста. Уже не первый раз сталкиваюсь. 3 кандера в параллели. 2 больших и мелкий. Дохнет средний, О, большой. смотрите. О, видно. Сейчас я вам, знаете, как сделаю? Блин, глазами видно. Давайте вот так попробуем. О. Так должно быть видно с боковой подсветкой. Видно? Да, трещинка? Комбит трещинка. Кстати, по поводу подсветки. Вот. Вот так намного хуже видно. То есть теперь, когда знаем, куда смотреть, да, видно. Сейчас я отключу боковую. Вот. Прямая подсветка на микроскоп. Дмитрий Блин. Айченко с дырочкой в Ну, правом можно боку. сказать, что... Ну, на самом деле, даже глазами не очень видно. Вроде видно, вроде не Комбит очень. сверху стоял, не видно было, что там у него сбоку. Угу. Теста. Видно трещину вдоль А корпуса. теперь боковую включаю. Так что с боковой подсветкой намного лучше видно. Угу. Так, а стоял он... Не знаю, как он стоял. Ну, в общем, нашли товарища. Теста. Вот так О! еще лучше видно. Как вам такое? Ху-ху-ху. Стоп. Евгений Бобров. Шо? Опять? Евгений Бобров. Глина. Офигеть. Как вам такое? Комбит. Коума XO. Угадать нужно, что ли? Замеры еще раз в студию Офигеть. по сопротивлению на мегаомах. Теста. Во. Вот так совсем. Фазер. Прохар. Да, неплохо так. Евгений Бобров. Well done. Теста. Да. Прогар. Да. Стоп. Ну что ж, Алексей там забитый Симаков. элемент Маленькая еще. аккуратная дырочка. Я не знаю, за что он там Иван отвечает. 51. Прохар. В принципе, мы уже включали плату. Предлагаю включить. Так. Опа! Автостарт. Да ну нафиг. Сбитый элемент на место мы, конечно, установим, но, походу, мы еще и плату починили.
Теста. Так. И вот из-за такой цензура ныне работает целый нубук. Теста. Кать, это скорее всего контур зарядки. Алексей Симаков, фига се его жмыхнуло. Комбит Апету и тестер Офигеть. ему в А вот и починили USB-порт. платку. Кто молодец? Кто молодец? Иван 51, охлад. Сбитый элемент. Ну, можно посмотреть по схеме, что это такое, или просто поставить с донором. Так, в любом случае, спасибо за подгончик. Кто там хотел посмотреть платки, посмотрели, даже починили. Угу. Так. Евгений Бобров, ну все, бухаем. Да, все, пошли во все тяжкие отмечать будем. Теста, Катя молодец. Кто молодец? Я молодец. Тестер прав. Комбит, мы молодцы, что ставим Тестер лайк. почти всегда прав. Кроме тех случаев, что он не прав, но тогда смотрите пункт 1. Тестер всегда Фазер, прав. умничка. Так. Евгений Бобров, имхо фильтрующий по 19 Ви. Фильтрующий ПБ+. А я, кстати, не уверена, что он Комбит, ПБ+. пометить плату. Подождите-ка, давайте Дополнять проверим. конденсатор. Потому что что-то... ну, это от тех людей, которые как бы... Алексей Ну, Симаков. не то чтобы не и вот разбираются, они, в козел принципе, ушло. там шарят. Как по мне, это фильтр или по питанию Так, давайте, знаете, блокировочный. что сделаем? Проверим, потому Иван что вот 51, лайк молцу. Теста. вернулись. Я просто не уверена, что это ПБ+. Samsung Galaxy, много плат. Так. Чтобы вам видно было. Ну да, ПБ+. Ну, здрасте. А как же они так? Евгений Бобров, как правило, стреляют по 19 Ви. Да, я понимаю, что ПБ+, ну, что по 19 вольт стреляет и так Комбит. далее. Просто интересно, что они написали, что не ТЦДЭТ. Евгений Бобров, причем большие чаще. Мы подключали Алексей плату. Симаков, Видимо, я надо предлагал, посмотреть по и не схеме, зря. как тут все формировано. Потому что мы подключали плату, и лабораторик не уходил в защиту. Там просто не открывался это первый комп выходной обычно MOSFET. по питанию перед шим. То есть первый выходной MOSFET был закрыт. Вот. Угу. Ну окей, учтем. В общем, я сказала, что это типовуха, и это буквально оказалось тут, когда это типовуха. Коума Ну X, что ж. ЗДР, а вы будем. Евген. Выдыхай, бобер, Мгм. выдыхай. Видимо, так реализовано в плате. Так, ну ладненько, давайте это на место. Евгений Так, Бобров что у нас корректно отрабатывала за дела защита еще? потоку. тут? Фазер нет ацидет, Сколько мы тут потому что вещаем? Кто-нибудь может чарджер в посмотреть, виде сколько? КЗ не открывает вход и не выдает разрешения. Все логично. Угу. Ну, просто не всегда есть смысл лезть в дебри, да, то есть, когда надо все осмотреть. А так, да. Сколько у нас тут стримчик идет? Вы как, сами подустали? У нас там еще RX ждут. Или уже на следующий стрим RX? Сесть да поделать RX? В принципе. Не знаю, или поделать. А, там еще Acer Nitro надо глянуть. Но это отдельно посмотреть. Можем Acer Nitro глянуть. Так, Виталий, спасибо 3 еще раз часа. за подгон. Угу. Комбит, погнали дальше. Как тут у вас? Погнали дальше. Теста. Никогда не надо лезть в дебри. Мгм. Сначала надо проверять самое простое. Так, ну давайте Acer глянем, раз пошла такая пьянка. Так хотя бы. Там Acer. RX тогда на следующий стрим оставим. Там пусть отдельно пусть стрим по RX продолжим. Теста. А в нитрах Так, обычно ну, так перегрев. обычно, да, там. Да. Сейчас мы поднимем. Блин, по-хорошему надо бы немножко прибрать. Ну, Серега, сейчас какой разберемся. устали? Так. Ни капельки не устали, факи Acer. Блю Смайлин. Что тут у нас? Вячеслав Федин. Ай, Ну тут явно фокус. видно, кто молодец.
АН 515-54. Окей. Ну, прям явно видно, что молодец. Да, сама в шоке. Ну, прям видно, что молодец. Да. Я еще периодически встречаюсь с выломанной USB. Но это не наш вариант, это хорошо. Так. Что-то обычный Acer, да? Предыстории, как обычно, нету, но я думаю, сейчас глянем. Так. Опа. Все, в защиту. КЗ. Ну, раз уж пошла такая пенка, видимо, теперь это тоже будет с КЗ ПП+. Да? Давайте все это открутим, посмотрим. Теста, конечно, Кать. знает. А муж знает, что ты молодец? А если забыл, я напомню. Я такая. Со мной не забалуешь. У меня тут столько этих инструментов. Лучше со мной, да, не ругаться. А то как напомню, что я молодец. Так, разбираем. Давайте куда-нибудь сразу. Опа, вижу. Коума Щас. X, а то. Так. И метод нагрева к тому же. Древний, Да, самый метод хитрый. нагрева древний, простой и Иван рабочий. 51. Вангую на пробитый верхний главное, можно КВРМ ГПУ. Не подавать напряжение лишний раз. Так. Ну что? Комбит. Мужу Блин, не напоминает надо сразу двумя пробитый паяльниками. ВРМ. Не надо такого. Так, сейчас Теста, открывашечка. вот. Мужикам надо напоминать. В принципе, наша Тут задача я тебя глянуть поддерживаю. сейчас. Так лучше напомнить, а вдруг забудете. Я же как это, с благими намерениями. Ну, забудьте, ничего страшного, напомню. Так. Давайте-ка... отключено. КБшечка отключена. Это хорошо. Теста. Коробочки очень от соевого хорошо. Давайте соуса смотреть. очень полезны. Это точно. Коробочки полезны. А роллы вкусные зато. Так, он у нас еще комплектный. Отлично. Так, кое-что мне тут не нравится. Он как бы перегревался явно. Но пока ничего не вижу. Давайте снимем АКБшечку. И еще раз все посмотрим. Порой визуально достаточно посмотреть, и все будет видно и понятно. Так, что у нас ничего не держит, ничего не держит. АКБшечку соединяем. Это подсоединяем. Так. Пэта Гонсаренко. Света еще Добрый добавим. вечер. Успехов. Добавим света. О, так, думаю, хорошо. Добрый вечер, успехов. Благодарю. Спасибо. Теста. Роллы. Хорошо. А олени креветки лучше. Угу. Маня Манина. Привет. Тут даже не паяный, вы посмотрите. Микросхема биоса не паяна. Что-то фантастика, прям фантастика. Но то, что перегревался, это прям, да. Прям даже если... Ну вот он, заводской флюс, он прям... Ну, прям такой себе. Так, что? Давайте посмотрим. Привет. Иван 51. Привет, а на коллега. токоизмерительном полное КЗ или нет? Так, что нам? Давайте вот тут кондерчики глянем. Все. По плюсу. Единственное, что я бы так посмотрела. Вот так. Сколько? 2 Ома. То есть не КЗ, а низкое. Но 2 Ома это он прям, да. Теста. Да разбирать и чистить. И менять пасту на шиецу. Это плохо. Потому что, возможно,
товарищ из чата был прав. Потому что там не полный ноль. Так. МС, я вернулся. Иван 51, это плохо. ВРМ спию. Это плохо, что 2 Ома, потому что действительно могло по ВРМке выбить. Лучше был Теста. 0. Смит, принимай смену. Смит вернулся. Смит, рада тебя видеть. А теперь я еще рада тебя слышать. Так. Комбит, а сегодня не такой уж скучный стрим получается. Так, здесь Серега, всё. Смит Сейчас вот с здесь посмотрю. Десагудвибас. Так, а здесь уже откручено, да? Да. Так, а здесь тоже откручено. Маня Манина, я пропустила. я так КЗ по сделаю. 19. МС, принимаю как раз. Вот так. Проще будет. Так, что тут у нас? Так, а здесь не термосы. Ну, это хорошо. Ну, как хорошо? О, что я вижу? Блин. Блин. Теста. Так. Давайте там Ты там покажу на принимай не камеру. так активно. Паси чат. Вот микроскоп, сейчас все покажу. Ассист плей. У этих ассеров процы убиваются на ровном месте еще. Так, этого другана двигаем. Спам уже не нужен. Ай-яй-яй-яй. Так, что я вижу? Во-первых, появился процессор. И я так понимаю, что вы теперь тоже это видите. Сейчас. Следы флюса Иван под 51. процессором нет Входные компаунда. надо проверить. Ну, паяли его, короче. И Теста, Кэт. А ну покажи, так, вот что это, там видимо, увидела. старая термопаста. Да, она такая немножко. Это новая. То есть, да, это плохо. Ну, как бы не то, что прям очень плохо, но плоховато. Дальше. Какая-то фигня. Да, эта зона такая темноватая. А теперь вот смотрите. Так, тут у нас мосфеты паяны. И посмотрите на эти дроссели. Ты дроссель меня. Да. Смотрите. Сейчас я чуть-чуть по-другому сделаю. Вот так. Оп. Вот этот цвет нормальных дросселей. Комбит. Почистить с кристалла процессора А вот термопасту. И что там? Подзажаренный маленечко. Дмитрий Айченко. Еще один Должно быть пробитый над видно. процессором. Нормальные. Зажаренные. Теста. Похоже, это не новая. Старая паста — это Pump Out. Так, то, МС что Фокус. этот не паялся, этот шарик припоя. Теста. И да. Жареные. А вот эти два ключа паялись. Причем катушки, походу, не паяны. Это заводской флюс. То есть их так Иван грели. 51. Это Могли не... феном Ну, подшприть. это именно феном грели. Это не то, что их там паяли. Плохо. Судя по всему, вот они паяные. Текс. Так, это у нас, так, я так понимаю, сдвоенные, да, мосфеты? Сейчас мы, конечно, проверим, но, скорее Комбит всего, жареный. вряд ли они стали ставить на место пробитые, хотя все может быть. Проверим, но, скорее всего, были пробитые. Вот только единственное, я не совсем поняла, то они старые просто поставили или что? Почему он паянный? Зачем он паянный? Дмитрий Так, что у нас за Айченко. проц? Педро SRF6U. Можете в чате Протеумный кандер написать? из Это у нас Центропа. какое поколение?
8, наверное, 9, да? СРФ6О. 8 или 9, наверное. Напишите, пожалуйста, в чате, ребят. Так. Коума X. За добавкой слетал. Мне пофиг. Я вот не совсем успела поняла. встать. Они обратно поставили пробитие, Евгений судя по Бобров. сопротивлению, да? 8300. 8, да? 8300. Так. Если что, проц у меня есть, но... Мастер Н. 9. 9. Так, 8 или 9? Давайте-ка еще раз. Алексей Симаков. Погрели феном с добавлением флюса. Дмитрий Айченко. Педру Пи. Протыканный кандер из Сантроуп. 9. Теста РФР6U. Intel Core 9750. i7 Так, надо посмотреть, есть ли у меня. 9750H. Евгений Бобров. 9750. Так, ну они явно паяны. То есть, видимо, люди Иван что? 51. Они нашли пробитые RFR6U i7 сдвоенные осветы, 9750H. поменяли. Ассист Play Потом что, 9. поняли, что пробило Евгений проц. Бобров. Кофе это. Так, это царапина? А, это волос. Кто там любитель? Вот он, волос. Дмитрий Волос Коновал. мастера, или Привет как это всем. говорит. На самом деле кошачий какой-то волос, не суть. И что, они поменяли, а потом обратно поставили? А зачем? Ничего не понимаю. Это ничего не понятно, но очень интересно. Ну, даже по вот этим катушкам можно понять, да, в чем проблема. Даже если бы они не были паянные. Да, однако. Ну что, давайте посмотрим их. Всем привет. Да. Маня Манина. Видать, снимали. Уже были проблемы по фазам. Дмитрий Айченко. Волос предыдущего мастера. Так. Сейчас надо сделать, чтобы вам было тоже видно. Как нам так должно быть видно, да? Теста. Пробитые. Явно из-за перегрева. Так, Почти ну мы сейчас, все во-первых, нитро давайте дохнут убедимся. тупо по перегреву. Так, и вот так. А вот здесь 0. Угу. Да. Все верно. Евгений Бобров. Может, рибол пробовали. Так, сейчас мы еще на затворчики глянем. Евгений Бобров. Отваливаются они Если нередко. честно, не особо видно. Евгений Бобров. Ибо греются нехило. Коума X. Здорово. Угу. Сейчас вычислим. Евгений Бобров. Это Лаич 501? Да. Так, это... Я не знаю, какой это плат. Сейчас посмотрим. А Евгений Бобров прав. Ну что, можем, конечно, снять, но смысла я уже, если честно, не особо вижу. Сейчас надо проинформировать. Они мэн. Потому Привет что это всем. немножечко не так Seven сейчас. Days. Добрый вечер, да. Так. Добрый, Баноуту, смотрите, какое дело. Паянный процессор, паянные сдвоенные мосфеты по питанию процессора, то есть их снимали и поставили на место. Да, тут КЗ по B+, но B+, пробило по питанию процессора. Скорее всего, проц, труп, ну и там по питанию. Так. Евгений Бобров. Я узнаю ее из 1000. Алексей Симаков. А у Сейчас предыдущего мы мастера дождемся были лапки. ответа. МС. Добрый вечер. Я диспетчер.
Смену принял. Что с ним делать? Евгений Всех Бобров приветствую, по кто прогарам во подошел. входных ключах. Пост дал, пост принял. Коума X. Мистер Наливай. Смит, я на тебя рассчитываю. Теста. Да. Главное — уведомить хозяина и обрисовать финансовые потери. Евгений Бобров по отвалам КД 9619А. Тут цепочка несколько больше. Ассист плей. Сколько бабок согласуешь? Так. 1025-30? Так. Что тут у нас? Ждем ответа. Ну, я понял, окей. Что там дальше копать? У вас особо смысла, да, получается? Ну, бюджетно точно не получится. Евгений если Бобров вопрос времени, по быстро приклеенному тоже не хабу получится. на суперклейфаке Blue Smiling. Так, скорее всего, без ремонта пойдет. Теста. Есть одна шикарная фраза из акта подписания. щас Ремонт ответит. и восстановление экономически нецелесообразны. Угу. Евгений Так. Бобров. Ой, с чем она только не приходила. И тут волосы. Иван 51. Так, Может, давайте обошлось. отвечайте. Надо поднять все дросселя и глянуть сопротивление на Я пару процесс. фоток сделаю, тогда Евгений Бобров. скину. Одним словом, «Жигули» в мире ноутов. Теста. Не йо-йо. Это точно не «Жигули». Так. Это Рено. Сейчас Я понял, узнаем. ну давайте я завтра заберу вот это. Чувакам просто скину фотки, что они там просили от меня. И вот там как есть, и все туда. Евгений Бобров. Проц донора такой которую вы 12к делали, она станет. подойдет туда или нет? Там Иван прямо- 51. Хотя кого я обманываю? То, что должно умереть, должно умереть. Так, в общем, без ремонта. Окей. Тогда еще сделать несколько фоток. Сейчас я посмотрю, если у меня проц, что предложить. Скорее всего, проц есть, но, скорее всего, без ремонта будет. Так. Евгений Бобров. «Жигули». Их до хрена. Запчасти православные. Вермпроцавон. Даже на политика Так. Коума X. Зависит от того, кто фразу произносит. Тестер. Дмитрий Коновал. Я бы таки восстановил питание ПРОЦ и проверил, выжил ли ПРОЦ без собственного успокоения. У нас 9, Алексей да, сказали? Симаков. С донора не всегда катит. Раз Может ребят быть, и сказали Будгуард. 9, значит, смотрим 9. Так, что у нас тут есть? Только поджаренный прям. Хорошо, так поджаренный, качественно. Так. Хорошо так жарил. SR3YY.
Так. SR3YY. Окей. Так, а этот... Бля, что они все такие поджаренные, блин? Царапина, это фигня. Чё у нас Алексей тут? Симаков. Давайте глянем. Если прогулялись Или ладно, чё уже 19 смотреть вольт, то потом. вряд ли проц выжил. Мгм. Мастер Н. Будгуард в хабе. Евгений Бобров. 8300, Можете тоже глянуть, 9300, туда что там встанет. за проц? SR3 Евгений YY. Бобров. Цена им 6-7К. Угу. Евгений Бобров. Если жмет кошель. Так, фото мы сделали. Тогда собираем. Так. Собираем. Угу. Комбит, Срай, Intel Восьмой, Core да? i Блин, не восьмой. 78750H. Жирно будет, а седьмой-то. Угу. Евгений Бобров. Пойдет. Ну, он бэушный. Ну, короче, как вариант. Либо его, либо там Иван еще на какой-то платье. У меня 51, есть, тоже не Срай помню, i восьмой или девятый, посмотреть. 78750H. Сложить. Ну, в рамках сегодняшнего ремонта точно не будет ремонта. Жаль, жаль. Блин, вот когда они копанные, с одной стороны, видно, куда смотреть, а с другой стороны, вот сколько человек будут одно и то же делать. Угу. Так. Ну, ладно. Что у нас еще? На самом деле там дохренище работы. В принципе, те ноуты, что мы сегодня посмотрели, сегодня смысла нету делать, потому что я тоже подустала, надо их отсортировать. И те, которые пойдут в ремонт, их вот оставить. Мне нужно будет еще... Блин, знаете что? Lenovo еще надо было глянуть. Наверное, давайте глянем Леновку. Там Type-C не работает. Что-то на видюхе настроения особо нету. Выкупи его себе на запчасти. Восстанови, и за 35К быстро на Авито упорхнет. Ой, не, я таким не занимаюсь. Ну, в смысле, выкупать хорошо, но не. Евгений Бобров. Парадокс в том, что 8 Парадокс в лучше, том, чем что 9 восьмое и Факи, лучше. Блю Смайлин. Да, чем, Евгений? Иван Ну, мне в 51. плане ремонта одинаково. Ну, микрокод в А в Бивосе плане надо глянуть. производительности Вдруг не его знаю. нет. Да это понятно, микрокод-то можно добавить. Я и не такое делала. Я вообще делала китайский ноутбук. На 8-м поколении, на который нет ни схемы, ни биоса, вообще ничего нет. То есть прям полностью китайский, ну вот полностью со сбитыми элементами, как раз по питанию SoC, это все это восстановила. Меняла там просто на инженерник с 7-го поколения, с 8-го на 7-й, когда это еще даже нигде не озвучивали. И там и инженерники были по 2300 тогда. Сейчас уже таких цен, мне кажется, сейчас за 5 даже уже не купишь. Так что микрокоды, фигоды, это все дело такое. Можно. Тем более там не зашифровано, там вообще так. В общем, пусть там думают они, потому что это не один человек, а народу много-много. Так. Пусть решают. Так. Стопы. Что-то я тут немножко лишку дала. Так. Тесты. Чуть-чуть, Микрокоды — это изи. Давай. Иван 51. У меня Вот сейчас так. хаси в У меня ремонте. сейчас хаси в Как я вас ремонте. понимаю? Как я вас понимаю. Да. Что там на клево они там сделаны или как? Ну, эти хоть биосы можно найти в репозитории. Вот это Тандробу тоже что-то делала. Блин. Хорошо, что родной биос остался. Можно было считать и найти, что там Евгений зашито. Бобров. Эх, Да.
А так все эти приколы, когда вообще ничего нет, никакой инфы. Вот. Это все, конечно, замедляет, скажем так. Так, ну что? Я так понимаю, что вы еще расходиться не собираетесь. Сейчас я обновлю. Докручу, обновлю, посмотрю, сколько нас тут сидит. Давайте так, если больше 60, то еще поремонтирую. Если меньше 60, или может по лайкам, сейчас посмотрим. Дмитрий Коновал. В принципе, я У бы меня ещё сегодня посидела. Asus FX 506. 60. Был 60, КЗ прекрасно. 19В. А, Пробила у меня ТВС-диод по сегодня входу, и все. Asus Первый раз FX столкнулся с 506 таким. был. Угу. Ой, у меня было, по-моему, тоже 1 или 2 раза. Какая-то HP-шка была тоже. Комбит 60 60 ровно. равно. Вот это вот вечно 50 на 50, вот Виталий потом сидит, думает. 60. Так. Ну, что мне делать? Теста 60, либо сейчас смотрит. кто-то придет, либо кто-то уйдет, да? 60 смотрит. Прекрасно. А по лайкам? О, лайки у нас больше 100 уже, да, улетело? Рус 61. Так, 61, 63, нет, 60, все, ладно. Тогда давайте еще что-нибудь посмотрим. Блин, или RX? Нет, RX или RX? Нет, давайте глянем, что там нужно еще сделать. Эти нужно было просто глянуть, чтобы понять, что с ними делать. Вот, потому что надо было бы... Ну, Asus Acer, вернее, Acer не обязательно было, а эти надо было обязательно. Потому что они вчера пришли и ждут. Так, тогда давайте посмотрим. Надо посмотреть платки Виталий еще. уже Мы 63. откладываем. Что там? Lenovo надо было, да? Lenovo Yoga или Lenovo ThinkPad, не помню. Что-то еще надо было какой-то делать. Так, этот сделала. Так. Комбит. И Ноутбук HP-шку еще номер одну надо 4. сделать. Это, наверное, попозже. Оп. Так, вот такая платка. Я уже показывала на прошлом стриме. Ноутбук. О, ноутбук номер 4. Блин. Давайте откладываем. Тогда так. Теста. Кать, а Визариуса мы потом побьем. Не Катя, переживай. Вы про что вообще? Тестер, вы о чем? Это что-то вот опять вот ваш Это межсобойчик. ноут по Вы счету? там что-то один TFS другому плюс сказал, майнинг. ты этот услышал, третий передал, что-то сами напридумывались, что-то сами сидели. Это вы сами разбираетесь. Так. Номер 4, да, он сказал? Я еще хотела вот этот посмотреть. Это у нас 7-й. Он немножко полежал, пока мы с вами тут болтали. Это же какой ноут по счету? Этот 14-й был 14-й. Так. Ну, это, скажем так, быстрая диагностика. По факту мы только 1 или 2 починили. Остальные, просто подиагностировали. Комбит. Ноутбук номер Так, 4. Комбит, сейчас где посмотрю. сбита Так, я хотела SMD-шка. этот глянуть. Кендер. Разрядилось ли? 1,8. Разрядилось. Теста. Ну, было бы за что. Уже бы побили. Иван 51. Зачем Евгения бить? Ой, да это у них там между собойчик. Мальчики там что-то, не знаю, развлекаются. Пусть развлекаются. В такие моменты девочки отходят и говорят, делать, что хотите. Так, что я хотела? Я хотела посмотреть. Мы его переподключили батареечку BIOS, он завелся. Сейчас полежал, немножко разрядился. Запустится ли сейчас? Мне вот интересно. Так. Видно вам, не видно? Так. Запустился. Да. Но все равно пойдет на замену батареечки. Но у меня были такие приколы, что батареечка была не просто не рабочая, она прям высасывала хорошо и, соответственно, не включался. Так, номер 4, правильно, Комбит? Блин, у меня еще видюха под номером 4 там встряла. Ну, как встряла, я ее отложила, потому что. Так, номер 4. Сейчас глянем. Так, это 2, это 3, это 4. Так, номер 4. Угу. Он же, по-моему, у нас включился, не?
Теста. В такие моменты девочки отходят. И такие, ну я хотела бы посмотреть. Все, замяли тему. Так, Виталий, теста, скорее всего, имел в виду по количеству смотрящих. включаем. Включается. Так, он включается. Я так поняла, что там был сбитый СМТ. Скорее всего, это был кондерчик. Давайте уже глянем, потому что, если честно, я под камеру все сделала, а сама уже даже и не помню. Давайте глянем. Так. Под номером 4? Блин, точно под номером 4? Может, под номером 4? Что-то мы... Ой-тють-тють. Так, вроде все. Давайте разберем, посмотрим. Раз комбит сказал посмотреть, давайте посмотрим. Так. Так. Сейчас минус ногти будут, да? Угу. Теста. Ладно, больше не расчесываем. Но виновные все равно огребуть. Твою. Так. Что-то я его не помню. Точно под номером 4? Так. Может, и не 4. Наверное, потом пересмотрю стрим. Я приблизительно поняла, про какой-то ноут говоришь, но, походу, это не он. Это же номер 4, Алексей правильно? Симаков. Теста, а бывает Так. и влетают со всего маху. Ди. Комббит. Точно номер не скажу, сказали Сказали напомнить. напомню. Ну, все правильно. Все правильно. Если какую-то надработку, ну, надработка пойдет либо на диагностику, либо, ну, дальнейшую, либо на ремонт, можем, если будет интересно, можем их все посидеть, поремонтировать, в принципе. Так. Угу. Тестер, забей. Ну, серьезно. Ты от меня хоть что-нибудь когда-нибудь слышал такого? Я думаю, что нет, потому что я ничего такого не говорил. Ну и... Так. Здесь одного винтика еще не хватало. Ну что, товарищи? Lenovo. Какой это тут уже будет? 14-15? Скажем так, на ремонт, конечно, уходит больше времени, чем на первичную диагностику. Но нормальный ремонт – это 90% диагностики. Во всяком случае, мы сегодня отсортировали ноуты, которые в ремонт, которые оказались некоторыми рабочими. У меня, конечно, есть вопросы, но вот так. А какие-то мы даже починили. Один был с прошивкой биоса, починили платку. Платку мы даже не засчитали. То есть мы посмотрели 13 аппаратов, но в плане первичной диагностики отсортировали. Один прошили биос, один, ну, как бы не прошили биос, но я показала, что дело батарейки КМОС было. Починили плату, которую дали на донора в подарок. Собрали кучу донатов, кстати, поддержать Теста, меня можно не Кать, только а мне и лайком, слышать не надо. но и донатом. Я разберусь и накажу, кого И попало. подписывайтесь в телегу. Так, тогда Хартк, Тогда i7 так, откладываю. 9750H. В плане как на ремонт, я думаю, что если что, можете ту же телегу, не телегу там. Угу. Ну, как скажешь.
Так, чего я предлагаю? На прошлом стриме я показывала, но я ее еще не смотрела. Блин, она, кстати, давно уже лежит, давно заслали. Это у нас какой-то Lenovo. Блин, плата настолько тонкая, ребята. Это вот... Сейчас я вам покажу. Вот это, ну, все уже знаете, да, от матрицы. А теперь смотрите. Я не знаю, будет вам Кома видно или нет. XO. Подскажите, люди добрые. Сравнить АЦП в связке фокус, с процессором фокус. и сдвиговыми регистрами. толщину. Данные смотреть, тестировать. Очень, Синхронизация очень на тонкая. осциллограф. От чего лучше брать? А то в динамике все непонятненько. Еще, конечно, все на компаунде. Так, я вижу, что паяли разъем Type-C. Паяли хорошо. Сейчас мы в микроскоп посмотрим. Все-таки, как бы хорошо не паяли, лучше убедиться Иван самой, 51. что... Еще и на ну, легксплаве. Еще на легкосплаве. Ой, не напоминайте. Что он в порядке, потому что, да, я тоже встречала, что люди меняют Type-C, разъем, кажется, что все, но нет. Давайте глянем его пайку. Вот. И надо разбираться, что он там не работает. Наверное, под этот аппарат все-таки придется скачать схемку или борду, потому что с Type-C-шками... Так, давайте-ка, наверное, проверим. Тесты, Тоже, тесты. знаете ли, И на даже в заборе этой написано. тонкости сколько слоев? 4, 5, 6. Подключаем. Включаем. Так. Я уже вижу, что он не переключился на 20 вольт, но надо в этом убедиться. Ну что. Так. Собираем нашу конструкцию. Включаем. И да, сейчас я... Так, я тут научился уже вот так приближать, надо этим воспользоваться. 5 вольт. То есть под триггер он не срабатывает, на 20 вольт не переключается. Почему? Да без понятия. Сейчас будем разбираться. Ну, соответственно, ничего не запускается, ничего не греется. Вот. Бывает, да по-разному бывает. В самом разъеме, в прошивке контроллера Type-C, не знаю, сбитые элементы, по-разному. Предлагаю начать прямо с самого-самого начала, а именно с визуального осмотра. То есть пока что то, что я вижу, это... Ну, наклеечку вот так снимали, да, немножечко, и паяли контроллер. Давайте его глянем. Ой, контроллер, разъем, все уже. Ну, я думаю, Иван что вы поняли. 51. Все, Да что давайте еще раз. угодно. Ну да, что угодно, это точно. Это точно. 72 человека. Отличненько. Продолжаем. Лайки, господа, лайки. А я перебираюсь под микроскоп. Теста. Я давеча с Леновой бодался. Если не пру, вообще Привет, ничего это не снова я. показывает. А должно 20 Ви. Так, Алексей Симаков. Походу, что там тут просто у две нас? стороны. Ищем наш разъемчик. А вот он. Иван 51. От обрыва до Так, контроллера. В принципе... Так, на первый взгляд нормально. Нет, на первый взгляд все хорошо. Так, диоды стоят, диоды в компаунде. Так, диоды в компаунде стоят, все нормально. Немножечко поднимем его. Так, вот гляну. Так, надо еще выше, да? Нет, ниже. Сейчас разберемся. Оп. Не знаю, кто там что поел, но нормально запаяно. Ну, то есть, как бы, не прям идеально, но нормально. Во всяком случае, контакт есть. Хотя, стоп. Не, запаяно. Так, свет падает. Так, тогда знаете, как? Так. Иван 51. Согласен. Надо разъем перевернуть. А что там его переворачивать? Ну, давайте переверну разъем. Окей. А что тут смотреть? Вроде ничего нет такого. А нет, есть, стоять. Смотрите-ка. Так, сейчас свету добавим. Да. Так, я так понимаю, стекляшка.
Да? Смотрите-ка. Так, ну она Коума X сорвана, тестер видите? Прор окей. Своего Здесь отечества. Так, надо глянуть, что стоит. Здесь диод на месте. Алексей Симаков. Что тут Тестирует стояло? от входа к выходу, так что Раз, поехали. два, три, раз, два, три, 4. Фазер. Так, Если там стекляшка У-195 у нас, да? ТПС Давайте смотреть. 65994, то в первую очередь надо замерять 26 вольт на затворах входных транзисторов. А сейчас посмотрим. Я пока не знаю, что там стояло. Оп. Давайте глянем. Схемку какую-нибудь качнем на нее. Сейчас все узнаем. Телефончик заряжается. Успеем. Так. Опа! Ремонт ноутбуков Роман. Почему не видно моих сообщений никому в чате? Не видно ваши сообщения в чате? Ремонт ноутбуков Роман. Давайте-ка посмотрим. Фазер. Эта стекляшка очень часто дохнет по внутреннему источнику Так. для затворов. Сейчас попробуем найти вас. Алексей Симаков. Вот и нашли Так, а я вас виновника. нашла. Что-то вы, значит, писали такое. Мгм. Ну, давайте попробуем. Попробуйте, напишите еще. Так. Ремонт ноутбуков Роман. Я вообще впервые тут вроде. Ну, смотрите, вы не можете быть впервые тут. Значит, что-то в комментарии написали или что-то такое, что вот так вот. Посмотрим, как говорится. Взяла вас на карандаш. Где мой карандаш? Комбит. Ремонт ноутбуков Так. Роман. Сейчас. Ремонт ноутбуков Роман. Проверка связи. Ну, О! Хейк Рэнбу. Я который вернулся на стрим, и тут вопрос, какой конденсатор виноват. Я Взяла вообще вас не на шарю. карандаш, всё. Нажал большой. Ибо вечно все большое виновато. Мгм. Алексей Ну и Симаков. отлично. Ну, сейчас видно. Так, а я продолжаю. Что тут у нас за плата вообще? То, блин, надо еще найти, что за плата. Ну и хорошо. О! Тен. НМБ481. Ну, давайте. Давайте смотреть. Так, это у нас 8-е поколение, да, платка? Так, нам нужна схемка. Так, сейчас найдем. Сейчас найдем и сейчас скачаем. Так, либо 6-го, либо 7-го, либо 8-го, да, она? Так. О! Давайте смотреть. Так, и у нас отсутствует элемент У195. У195. Так, вижу. Вот она. Сейчас мы приблизим с вами.
Угу. Так. Ну-ка, тихо, тихо. Смотрим, что это за чудо такое. Ну все правильно, конечно. С чего бы нам тут что делать? Так, ну она физически сбита. Так, смотрим. Еще давайте поближе, чтобы было видно. Ой-ой-ой, ушла. Сейчас исправимся. Фазер, верхний свич. Так, видно же вам, да? Да, думаю, видно. Так, смотрите. Да-да-да, все верно. В принципе, у нас один шарик это enable, B1 OK, он еще инверсный, да? Так, Земля это неинтересно. Так, это дублируется. В принципе, давайте я сейчас сделаю замеры. Если по сопротивлению всего ок, можно просто in-out сделать, как бы для теста сойдет. То есть, в принципе, так. Если все ок, то заказать или посмотреть, если у меня по наличию. Потому что, в принципе, стекляшки я прикупаю обычно. Ну как, если что-то понадобится, я покупаю, нужна одна, я сразу 2-3 беру с запасом. Но я так понимаю... Так, в принципе, вот у нас... Так, B2, А2, А3 выход, да? Фазер, скорее всего, хорошо прогрелся и отпаялся. Правильно же, да? Оторванных пятаков вроде не было. Так, это вход. Там не было оторванных пятаков, но там был черкаш. Там был черкаш, маска сорвана. Вот. Я бы, наверное, с вами согласилась, если бы не было вокруг черкаша. Потому что там был такой характерный. Вот. А тут еще такое место, я встречаю товарищей, которые, не знаете, как делают? Они, отверткой, вот, видите, он в каком месте? Вот здесь он, сейчас, где моя палочка? Волшебная палочка. Давайте специнструментом. Вот, и вот здесь черкаш. И очень-очень может быть, что они просто когда доставали, чем-нибудь черканули. Потому что черкаш есть. Маска слезла. Хотя, конечно, может так Type-C контроллер паяли. Не знаю. Тут все на компаунде. Так. В принципе, опять же, тут все подписано. Сейчас микроскоп я еще покажу вам. Но вот и 1, 2, 3, 4, и А, и С. Так что, как вариант, что я предлагаю? Не знаю, там сейчас... Так. В принципе, наверное, вот так сделать. У нас А2, А3, Б2. То есть отсюда сюда кинуть и посмотреть. Давайте, чтобы так не гадать, я сейчас сделаю замер сопротивления. Мне бы так отпаивать, как эти умельцы. Если там все ок, то я бы кинула мычку. Там видно, вам не видно? Должно быть. Как бы так сделать, чтобы вам видно и удобно? Алексей Симаков. Зачем 2-3 берем сразу катушку? Так вам не видно, да? Нет, должно быть видно. Так, а так мне не видно. Короче, так. Вот вам тестер. Буду мерить. Придется вам поверить. Мне на слово. Так. Смотрим. Так, это 1. А у нас там, меня интересует А2, да? А2 в порядке. Стоп, соскакивает А2. Угу. Так, С4 земля, все правильно. С2, С3. Так, С2, С3 тоже ок. В принципе, все ок. Теста. Тестер Тестер присматривает. присматривает. Тестер бдит. Да. Так, тогда давайте кинем перемычку. Так, куда нам лучше ее кинуть? Так, С4.
4, С3, С2, С2. Так, с С2 на А2. И Б2 у нас как раз тоже. Да, так и сделаем. Хоп. Смотрите, что будем делать. То есть от С2 кидаем на А2 и А3. То есть они так идут. И как раз будет нормально. Правильно? Правильно. Наверное, так. Или я фигней занимаюсь, и надо просто заказать. Что думаете? Или кинуть перемычку? Мне что-то кажется, что физически сбили, потому что... Фазер, Ти-ти-ти, там сигнал ти-ти-ти, АЦ ти-ти-ти. окей ошибку не даст? Мы сейчас посмотрим, куда он... Ну, даже если он даст ошибку, в принципе... Нубхейкер Энбу, теста, тебя присмотреть хорошее дело. Ремонт ноутбуков глянем, куда он Роман, вообще а идет. как? Блин, не скопировала, что ли? А, я не скопировала. Ё-моё, ладно. Давайте еще раз. У-195. У-195. Так. Комбит, я бы искал на донорах. А куда он идет-то? Никуда не идет. Сюда давайте глянем. Вот и вот так. Что, и все, что ли? Странно. Да я про нее понимаю, но тут немножко плата так. Смотрите. Видите, что написано? Читаем? Читаем? По-английски разбираемся? Видим? Нубхейкер Энбу, у вас такие хорошие люди в чате. И подскажут, и помогут. У меня вот эта Красавчики. запись. Если бы не эта запись, я бы, конечно, так не делала. А вот... Алексей Симаков, перемычка равно пш, тильда. Ну, оптимальное, как бы, я все-таки вижу так. А2 по 22. Фазер, ну так это уточнено только для модели Йода 2. Зависит от прошивки мульта. Ну? Так оплата-то откуда? Оттуда. Сейчас глянем. Короче, смотрим, что я делаю, и не повторяем. Как вам такой вариант? Если что, вы никому не скажете. Коума Правильно? X Правильно. полетел за добавкой, успев АЮ. Так. Так. Коума X, без меня не разбегаться. Дмитрий, про что я говорила. Book Aspire 5673 Так. в Linux из соответственно, терминала BFC, можно так ну, то прошить есть вот командой сюда. sudo флешем Ребят, если вы говорите про какой-то конкретный ремонт, конечно, так нельзя делать. Не нужно делать и нет. Если мы говорим про контент и в рамках ремонт стрима, ноутбуков Роман. да камон, Давай вы жги. чё? Расслабьтесь, это не клиентский. Дмитрий Коновал. А теперь смотрим, А теперь смотрим, как делать не надо. Да, все верно. Ребят, если вы хотите именно ремонта в классическом понимании, миллион каналов, ну ладно, не миллион, но пару
сотен найдется. Не только в русскоговорящем сегменте, да. Спокойно, расслабляем булки. Так. Что-то многовато опять бухнуло, но ничего. Так, так, так. А теперь смотрим, как делать не надо, это точно. Повторять не надо. Еще раз повторяю, повторять не надо. Развлекательный контент, развлекательно-технический стрим. Развлекательно. Фазер, не беспокойся за перемычки. Так. Сорин все время лепит перемычки вместо входных мосфетов. И говорит, нет мосфета, нет неисправности. Ой, перемычки вместо входных. Да я понимаю. Слушайте, давайте так. Все мы прекрасно сталкивались, все мы все это видели и видим. Не научит. И у меня тоже есть что искать и рассказать, но это не тот случай. Ремонт ноутбуков Роман плохомк не научит. Если бы мне на ремонт пришел ноутбук с перемычкой, я бы первый сказал, что так делать не надо. Алексей Симаков, ремонт закончится дымком. Просто вы либо сами сервисов, либо привыкли с сервисами, немножечко все-таки отличаются. Ну, будет дымок, значит, будет дымок. Какая разница? Вам что, посмотреть на дымок не хочется? Так. С чего бы быть дымку, если я замер сопротивления сделала? Так, так, так. Вот единственное, что без пинцета не могу припаять. Я уже как-то говорила, скажу еще раз, давайте не путать ремонт и видео о ремонте. В данном случае стрим о ремонте. С реальным ремонтом. Ну, реальным я имею в виду в классическом понимании, там для клиента и так далее, и так далее, и так далее. Так. Да, все припаялось. Так. Ремонт закончится дымом. Ремонт ноутбуков Роман. За 17 лет ремонтов чего только Дымок не всегда было. интересно. Но дымок всегда интересно. Так, сейчас мы это отмоем и посмотрим. Никогда не экспериментируйте на клиентской технике. Никогда. Так. Что-то как-то слишком приблизил, да? О. Фазер, не будет никакого дымка. Максимум это не будет зарядки или инита. Так. Так. НБ Что подчеркивание можно? Тестер. АРМ-96. Не Вы все прям соглашусь. какие? Не соглашусь. Вот он, говорим, не согласен. Так, так, так. Где мой тестер инициализации? Где мой тестер? Тестер в чате. Алексей Да. Симаков. Фазер, а потом клиент думает, почему у него клава хлопнула и задымила. Блин, ребят, я вижу, что вы немножечко как бы не в теме. Ну, я в том плане, не надо путать мягкое с теплым. Так, ну что? Нутис, отведаем фрутис. Блин, здрасте. О, пошел. Пошел, родимый. Выключился. Ждем. Держим.
Ну что? Ну что? Так. Как минимум, плата живая, прос живой. Так. Сейчас мы это дело уберем. Алексей Клименко. После И, таких видимо, балаболов закажем. несут ко мне, либо к ней. Стекляшечку. Вы никогда не научите народ думать головой и нести ответственность. Делают такую дичь творят, реально. Дмитрий Коновал. Кто молодец? Так, Иван 51 от винта. повторяю, Кричал не надо Карлсон, это делать, тем отгоняя более с Гомес. клиентской В. техникой. Я могу, да, потому что могу. Потому что это не клиентская, я могу с ней делать что угодно, хоть, я не знаю, сесть на нее. Вот. И делать какие-то эксперименты тоже могу. Советовать я советую так не делать. Ну. Так, ну что? Кто молодец? Ребят, это диагностика сомнительная в том плане, что не надо такое повторять, но это так. Это скорее был эксперимент ради. Да. Алексей Симаков. Пых. Нутис. Так что, в принципе, все ясно. Закажем. Тем более схемка есть. Так, ну это хорошо на самом деле. Это мы ее сейчас отложим. Да с чего бы там пыхнуло-то, я не понимаю. Как бы вы серьезно? Ох, ладно, не буду вас переубеждать. Видимо, то, что плата завелась, вас как-то не убедил, да? Ну да ладно. Так, ну что тут у нас осталось-то? Глянуть еще Ахаджи спишку Пракс. можно, в Можно принципе. ли выучиться на электронщика с помощью YouTube уроков? Так, или уже хватит? Блин, наверное, я что-то подустала. Наверное, хватит. То что-то как-то я разогналась. Можно ли выучиться на электрончик с помощью YouTube уроков? Ух, я не знаю, если честно. Ремонт ноутбуков Чё Роман, думаете? Рофлим, развлекательный контент же. Да это развлекательный контент. Вы чё, как бы? Так. Не у всех есть возможность, скажем так, ставить некие эксперименты над платах, ноутах и так далее. У меня эти возможности есть. Почему бы нет? Я бы сказала, очень даже за. Фазер. Очень Новая даже да. фантазия ремонтников. Сядь на мою Так. материнскую плату. Фантазия, да. О, да. Да. Дмитрий Я Коновал. еще что Наводим хотела сделать? суету. Я там прикупила кое-что, но все для этого эксперимента, в рамках эксперимента. Хочу переделать старый ноут, впихнуть невпихуемое, прокачать его и переделать на Type-C. В принципе, я уже почти все, что нужно, прикупила. Вот. Думаю, вот так вот сделать его, перевести на Type-C. Ну, там есть разные варианты, как это сделать, но думаю еще. Наводим суету. Точно. Так. Иван Вы бы видели, как я 51. RX Можно смотрела, выучиться чинила. на кого угодно, Вот. если знать, То что есть, тебе если просто подсказывают. посмотреть, как тут скажут, как же, надо же обслуживать термопасты и так далее. Конечно, надо. Ребят, это развлекательно, это никого не обучает, не надо Алексей ничего такого Симаков. делать. Шарджи Пракс. Все зависит от человека. Если Да, мне дано, кажется, то он и научиться от можно, книжки да. «Юный радио» Так, любитель ну что знаний будем наберется. делать-то? Сколько у вас? Расходимся или еще сидим? Сейчас обновлю, посмотрим. 71. Ого! Вы бы еще мои шорты посмотрели и на полном серьезе сказали, да. Все так. Ого, уже 110 лайков. Неплохо.
Из того, что можно посмотреть, есть еще HP какая-то, не помню, на 7-м поколении. Комбит 72. Есть. RX, это они, по-моему, бесконечные. Иван RX. 51. Сидим. Сидим. Ну, раз сидим, значит сидим. Есть комбит. Можем, кстати, посмотреть еще вот эти платы, которые мне подогнали. Можем их глянуть. Так. Что еще? Те платы, которые сегодня смотрели, наверное, смотреть не надо, потому что их надо все переписать, подфоткать. Ну, короче, нормальный приемку оформить. Из того, что можно еще с вами посидеть, поделать. Что тут еще есть-то у нас? Так. Это я говорила, это я говорила. Вы не хотите освежить себе обложку для канала? Так, сейчас я загляну в свой чудо-шкафчик. Алексей К. Есть Офигеть. старенькая Нашел Lenovo на Yoga, старом который винте вот Disciples 2. по-хорошему надо бы Сижу, сделать, но там ностальгирую под просто стрим. трындец. Кипаренушка Просто электроник. трындец. Там это Клистрон прям закис. что-то с чем-то. Иван 51. Надо глянуть. Либо посмотреть, что еще там нового пришло сегодня. Так, то мы отложим, то мы закажем. Можно еще сокет поменять. В принципе, у меня там есть плата, которая ждет. Так, что вы там пишете? Угу. Так. Да, мне пока обложка устраивает. Иван 51. Если Вам стример не мутим? Я устала. пока тут смотрю, раз вы все не расходитесь, народ требует зрелищ. Можно будет еще кипяточку налить. Что будем смотреть-то, блин? Что-то как бы вроде дофига, вроде... Угу. Блин, или RX. Да что-то так не хочется RX, если честно. Я как с ними 3 стрима провела, они мне потом снились. Так, что тут из того, что можно? Так, маки я сделала, это сделала. Угу. Можно ли новых глянуть? Так, тогда делаем так. Я вас оставляю. Наверное, тоже на 2-3 минуты. Микрофон возьму с собой, но выключу. Сделаю себе еще чай. Дмитрий Коновал. Гоу Будете ремонтировать. Типа того. Алексей Симаков. Платы Давай копнем. платы копнем и спать. И спать. Ну, давайте платы копнем и спать. Чё? Да. Чаю все налью тогда, то у меня подзакончился. Давайте, да, действительно платки посмотрим. Тогда сейчас достану их. Я так понимаю, ну, можно сказать, что одну я сделала. Засчитайте же мне, да, ее, что я ее сделала. Так. Все, Комбит пошла за чаем. Тут кто-нибудь есть из модеров, да? Сейчас приду. Ведите себя хорошо, пока я не вижу. Иван 51. То, что душе лежит. МС Зевс. МС Ямы. Комбит, пока стример не видит, я снял и заново поставил лайк. Лаптоупия, Смит.
Евгений, о, стрим, неожиданно для меня. А что чиним? Привет Катерине. Лаптоупия, привет. Я за чаем, скоро вернусь. Иван 51, чиним утю. Вот Шер, лаптоупия на всех. Привет. Лаптоупия, с печеньками. Вот Шер, чай на всех в смысле. Лаптоупия, мадам ушла за чаем. Алексей Симаков, а печеньки у нас КПТ-8? Иван 51 с Г900. Дмитрий Коновал, НИО КПТ-8 между прокладками. Вот Шер, печеньки в сосновой канифоле 0. Лаптоупия с КПТ-900 и ДГД-8. Ремонт ноутбуков Роман, КПТ-8 вместо прокладок. Евгений, а чай с фазовым переходом. Скорб, добрый вечер. Вот Шер, Катя. Сколько раз в день пьешь чай? И сколько сахара добавляешь? Иван 51, с фазовым только печеньки. Лаптоупия 2С1,5. Так, всех приветствую, кто еще подошел. Скоп, Евгений.
Вотчер. Так. Вот, Шер, то есть ты сегодня вне стрима вообще не пила? Нет, вообще воду пью. Евгений, Катерина ушла рибалить чайник. Да, риболи чайник, это точно. Не, такая. Я, кстати, смонтировал уже видео. Осталось только озвучить. Я уже говорил в начале стрима, но скажу еще раз. Да. Правда, это видео записано в апреле прошлого года. Да. Ну, вот так. Ну, было снято, во всяком случае. Вот, Шер, глотать погромче нужно. Вот, Шер. Скорб, овечка блеет, ого. Гоунет, хахну и заигрывание в чатике. Так, ну, если смущает, давайте отключу микрофон. попью Евгений, чаек. что за плата, расскажите, а то я только притопал. Вот, Шер, я асмр люблю. Вот, Шер, нее Кать не смушает. Я же шучу. Ну, хорошо, если не Хотя смущает. и асмр и правда люблю. Так, что там? АСМР? Ну, давайте мы что-нибудь поделаем. Скорб, а комбит задонатил за овцечет? Да, да. Комбит сказал, комбит сделал. Вот, Шер, ООО. Так, без понятия. Эту мы отремонтировали случайненько. По остальным, к сожалению, информация только... Ну, это такой подгон дареному... Дареной плате текстолит не смотрит, как говорится. С чего начнем? Нет старта, да? Биос мульт. Так, ну мульт Скорб, паянный. комбит, мужик, фейс блю смайлин. Иван 51, Екатерина, вы на самом деле большая умница. В этой сфере мало девушек, тем более стримеров. Евгений, донатим, лайкаем, сердечки, вот Разъем, это вся конечно, фигня. паян так себе, если честно. Какой будем смотреть? Ну, давайте посмотрим нет инициализации. Так. Давайте с нее начнем. Так как она меньше всего паяна, я думаю, что может будет и проще. Вот, Шер, озвучка чата. Нужна тебе, Кать? Или для чего она? Мне озвучка чата как бы не особо нужна. Но ребята хотели, я думаю, что в качестве как Иван комбит хотел. 51. Эксперимента включить, посмотреть. Евгений, даренной плате под Да-да, чип не Евгений, заглядывают.
Флешечка у нас спаянная. Так, давайте подключим. Дмитрий разъем. Айченко. У Блин, меня в интересно, если там супермаркете дело было спрашивают пенсионные. прошивки BIOS, Я почему спрашиваю, разъем а меняли? что, уже заметно? Ничего не понимаю. Вот, Шер, просто озвучка твой голос забивает. Может, хотя бы потише ее? Давайте попробуем сделать потише. Давайте попробуем так. Ну, пока экспериментируем. Дмитрий Айченко. Тест потише. Ремонт ноутбуков «Роман», имея 4 платы прошивка, не проблема. Можете еще немножко пописать в чат? По звуку сориентироваться. Желательно, чтобы я и говорила, и озвучивался чат, чтобы сравнить. Так что такой призыв Фаза. стримера-блогера. Читать дамп биоса и смотреть Пишите фитом, в чат. что туда напихали. Да. Чтобы я и говорила, и Вот, Шер, озвучивала. мало. Жду. И сразу можно фидбэк. Стало лучше или нет? Ку-ку. Иван Давайте. 51. Махнуть флеху с другой платы. Так, это у нас не Dell, это Вот, у нас Шер, ну вот HP давай. какая-то Я пишу. вроде бы. А ты говори. Дмитрий Коновал. Для Dell очень даже может быть Мгм. проблема. Проверка, Вот, Шер. прием, О, вот как норм. слышно. Дмитрий Айченко. Проверка Раз, два, три, одновременно 4, голоса 5. стимера и озвучки Вышел чата. зайчик погулять. Вроде неплохо получилось. Как? Евгений. Все устраивает со звуком лично меня. Угу. Вроде неплохо. Оставляем как есть, значит, правильно? Если что, пишем, настраиваем, ориентируемся. Коума X. Мадам. За чаем комар Мадам, ушье. зачем комар уже? Окей. Давайте смотреть. Так, автостарт. Если просто чужой дамп залили, то Вот, Шер. Да даже сейчас есть вроде норм. вероятность, что стартанет. Просто не сразу. А может и не стартанет. Сейчас посмотрим. Но вроде что-то меняется. Хотя это кулер закрутился. Неважно, значит. Давайте немножечко подождем. Так, кулер крутится. Плата выключилась. Еще раз включается. Так, 410, 300, 370. Ну нет. Ну нет. По HP-шкам посмотреть, какой бит, потому что на одну плату там много бывает. Я уже как-то рассказывала, еще раз расскажу. Была какая-то HP-шка на 10-м поколении. Принесли... По-моему, так, не проходит тест памяти, выключают, ну, что-то там такое. Винда не грузится, не проходит тест памяти. Дмитрий Я Айченко. посмотрела, Кулер крутится. неправильно Бабло BIOS мутится. зашили, хотя все в сайты скачали, все правильно, просто бит был другой, и там было разное количество впаянной памяти. Просто пришлось методом тыка и подбора подбирать.
а потом еще восстанавливать все серийники, причем вручную, потому что оригинального дампа не осталось. И там, кстати, прикольно, что мне нравится в HP, если все серийники на месте, ну, прям вот нормально все прописано, и этот фейзер бит, и серийники, и платформы, короче, все, то, в принципе, можно вернуть к заводскому состоянию. На Windows 10 там устанавливается приложение, она качается обычно гигов 32 гига, я беру флешку под образ, и все восстанавливается до заводского прям состояния. Отлично. Так, не знаю насчет посткодов, будут они тут или нет. Да я думаю, что тут можем взять вот ту, которая заведомо стартанула. Ну или можем зайти на офсайт, скачать, посмотреть, что там. Да, в принципе, давайте отсюда сольем, просто почистим его и все. Кстати, подождите-ка, знаете что? Тут же были еще платы. Сейчас. Тут была плата. Где она? Это не она или это она? Что после... Там типа был пароль? Или это она и есть? Нет, это не формируется CDET. Вот, это она и есть, куда я ищу. Смотрите, до этого был пароль. То есть не нулевая вероятность, что здесь тоже есть пароль. Если он на внешне покажет, то я еще могу показать, как пароль снять. Иван 51. Поддерживаю. Просто перекинуть? Ну, давайте перекинем просто. Давайте перекинем, а там посмотрим. Окей, уговорили. Хотя, по-моему, проще было бы сразу почистить. Ну, окей. Все-таки стрим – это стрим. Ну, давайте. Так, тут поближе к себе сделаю. Знаете, как вот так. И вот так. Хоп. Видно? Вроде видно. Вот так. Наклеечка. Сейчас посмотрим, как она вообще снимается. В принципе, такие обычно снимаются наклеечки. Ремонт ноутбуков Роман. Это быстрее для теста. Это быстрее для теста. Ну, окей. Уговорили. Речистые. Так, где мой флюсик? Так, давайте как запомним флешки, чтобы мне не отмечать. Так, на ней красная точка почему-то. Видимо, какая-то наклейка, что ли. Запомним. Так, ну давайте. Иван 51. Сталкивался, что BIOS-регион заливали вместо дампа. Так, феном или не феном? Давайте так, давайте феном. Так, сталкивался, что BIOS-регион заливали вместо дампа. Что и такое бывает. Ну, кстати, вот на Dell'ах я корпоративный именно сегмент, там частенько вообще не включается, нет реакции на подключение, там именно BIOS регион слетел. Поэтому именно чисто BIOS регион восстанавливаю и все ок. Причем хорошо, что на сайте Dell есть обновы, и там есть BIOS регион. Так. Почему-то я на стриме все время много флюса и много припоя, не знаю. Возможно, это, конечно, связано с тем, что ракурс другой, потому что где-то сантиметров 40-50, наверное, от меня платы, я визуально качество пайки не могу контролировать, потому что я не вижу, далековато все-таки. Вот. Так,
Угу. То мы откладываем. Чудненько. Сейчас разбавим. Давайте еще раз. И просто поменяю флешки. Но это как-то будет на самом деле слишком изи. Ну, давайте. Иван 51. Так. Адам вычитать и сравнить. Так, секунду. Так, пока плата стынет, я еще чаек немножечко попью. Да сейчас все сделаем. Вот шеф. Пока Сегодня перекинули, день но такой. ребята хотели, хотя, Так если что честно, изи не проблема. я думаю просто скопировать, почистить регион. Фу, почистить, я уже сама заговорила. Почистить МЕ регион и зашить обратно, но вроде как решили попробовать перекинуть. Ну, давайте перекинем, посмотрим. Вообще, конечно, интересно, что там зашили, но сейчас узнаем. Блин, горячий еще, ну ладно. Ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй, горячевато. Это для тех, кто будет хулиганить. Нормально. Так. Не понял. Иван 51. Фризером Понятно. его. Провода надо менять. Дмитрий Коновал. Феном, да, можно охладить же. феном охладить. Так, кулер крутится и... И... Выключился. Давайте 400, 430, 400, 370, ну, 450. Так. Кулер пошел крутиться. Ну что? Кулер там наяривает. Выключился.
Так, не будем мучить плату. Предлагаю сделать все по плану. Так, выпаиваем эту флеху. Копируем. Так, сейчас. Это у нас флешка с рабочей платой. Мы ее для теста перекинули. Выпаиваем. Сохраняем. Это тоже сохраним прошивочку на всякий пожарный. Вот здесь чистим ME регион и на место устанавливаем и смотрим. Вообще надо посмотреть там, что с мультом. Не знаю, есть, конечно, вероятность, что пока шили, что-нибудь сделали, но я вроде ничего не вижу. Так, давайте так. Для начала вот эта флешка с этой платы. Давайте считаем ее. Как-нибудь обзовем. Так. Приступаем. Угу. Тема программатор. Так. Что, опять не туда? Начинается. Так. Иван 51. Предлагаю обозвать Флеха 1. Флеха 1? Окей. Флеха 1, так флеха 1. Блин. Давайте я все-таки Дмитрий на Коновал. камеру Кто сделаю. лайк не поставил? Так, кто лайк не поставил, да, будет наказан. Другое дело. Должно быть вам видно, да? Считываем это дело. Так, а что там по лайкам у нас? А по лайкам у нас, в принципе, неплохо. В принципе, хорошо. Так, проверяет. Хорошо, сохраняем. Вот шер. Наказывать Катя будет и как. Ах, вы провокаторы маленькие какие. Так, давайте мы создадим папочку. 4 ноута. Евгений, будет так. да поставил я поставил. А вот 4 вы сердечки ноута не и нажимайте и донаты не кидайте. Флеха 1. Алексей Симаков, 60 лайков, куда больше-то? О, сердечки пошли. Почему 60? Обновите, там 111 лайков. Угу. Так. Флеха 1. Давайте сразу в Вот хекс-редакторе шер. Чьи-то посмотрим. маленькие? Я старше тебя Что тут у так-то. нас в конце меня интересует. Так. Так. Евгений, надеюсь, не паяльником наказывать будет. Да, нормально. Угу. Надейтесь. Так, это флеха 1. И тут ее не сломать, не потерять и прочее. Так, выпаиваем вторую. Что, или поэкспериментируем? Может, на ней как бы попробуем почистить ME регион и обратно зашить? Ну, судя по логике, я так понимаю, что раз у них были несколько плат, может, они просто оттуда действительно переставили так же. Блин, а давайте попробуем. Вот будет прикол.
Есть вероятность, что просто откуда-то скачали, зашили. Непонятно, что есть Алексей вероятность, что что-то Симаков, с как платой. Такое говорится, лучше возможно. жирный донат, чем бездушный Да. лайк. А вдруг тоже переставили? Потому что я, к сожалению, предысторию не знаю. Блин, давайте сделаем. Что мы? Поэкспериментируем. Так, давайте так и сделаем. Сейчас почистим МЕшечку. Не знаю, откуда она. Вдруг запустится. Вот будет прикольно. Иван Так, где она там? 51. Паяльник — это из 90-х. Сейчас паяльная Ну, станция. что мы там? 4 платы, да, я назвала? 4 ноут. Ну, вроде нормальный. Даже ключ винды есть. Все вроде есть. Так. Инициализирован. Корпорат ЛП. Тра-та-та-та. Видно вам? Давайте, наверное, так и сделаем. Так. 11, да, там что-то я глянула и не глянула. Стоп. Так, это я что-то делала другое. Иван Так, еще 51. раз. Ага. Угу. 11, 860. Так, 11, 11. Запускаем. Ремонт ноутбуков Роман. Нерабочую флешку поставь для проверки не ту плату, которая проходила инит. Слушайте, это мысль. Давайте так сделаем. Действительно, что это? Алексей Симаков. Пока здесь Тейп-стол и пауза. прошивка для плавного набора Что-то да. заставит сделать все, что скажут. Ой, как-то немножко не привыкла, когда много одинаковых плат, и можно туда-сюда переставлять. Ну да, точно. Отличная идея. Так, вот эта плата, которая точно включалась. Вот она. Ждем инфу от Кати. Угу. Это флешка номер 1 с этой платы. Давайте поставим и посмотрим. Слушайте, действительно. Все-таки полезно, когда одинаковые платы. Да. Паяльничком я, наверное, поставлю. Но нам же надо просто убедиться, что она включается, или просто убедиться, что не включается, в принципе. В принципе, все. Так, я тут зацепилась, но неважно, меня простите. Так. Не совсем, конечно, ровно и красиво, но для теста будет нормально. Тогда вот эту плату мы чуть-чуть в стороночку. Эту чуть-чуть сюда, наоборот. Оперативочку. Так, тестер инициализации. Так. Подключаем. И включаем. Блин, провода надо поменять, конечно. Так. И давайте смотреть, блин. Алексей Симаков. А паяльную станцию в барсетку не положишь. И кулер закрутился. Потребление растет, потому что кулер активно крутится. Выключилось. Так. Ждем, смотрим. Смотрим и ждем. Так. Кулер закрутился.
Ну что, по-моему, то же самое. Сейчас давайте еще раз подождем. Походу нет, кино не будет. Давайте вот треники короны, чтоб прям вот наверняка. Дмитрий Айченко. Смотрим. Дмитрий Айченко. Бутлуп? Ну что, я так понимаю, кино не будет. Решетка Азамарт, подчеркивание Channel, рецикл. Фазер. Думаю, Теперь достаточно. есть два платы с паролем. Давайте мульти сделаем и все по Дизенита. порядку. Да, точно. Точно. Хэка. Конечно, Так, не будет тогда разная прошивка. возвращаемся тоже к ревизия, тому, тоже на чем мы чипсет и так далее. остановились. Оп. Так. Да. Ну, все платы вроде как из одного места. Звучит как будто... Ну, оно так и есть. Вот. Так что давайте все-таки займемся. Так, что я хотел. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Закидываем сюда. И... Сейчас разберет. Разобрали. Отлично. Так, тогда мы Дмитрий делаем Айченко. Бутрицикл. вот что. Материнка в ресайкл. Настройки. Generate intermedia файл не надо нам. No. Так. Файл сохранить как? Ну, давайте XML сделаем плата 1, раз уж Ремонт так пошло. ноутбуков Роман. Значит, реально Плата кривой 1. BIOS. Пусть так и будет. Save. Отлично. Пока закроем его. Сейчас мы туда перейдем. Так. Где я? Здесь я. Так, вот мы его разобрали. А как он назывался-то, блин? Хэка. Не поможет регион чистка. Не думай, Катя. Как его называли? Флэх 1, я его так и назвала. Вот он. Флэх 1, отлично. Ну, Да сейчас разберемся, чего вы паритесь? Фазер. Надо было сначала хотя бы посмотреть статус Bootguard. Если там 5-й профиль, то вполне возможно, что теперь обе Так. платы будут кирпичами. Ну вы серьезно? Ладно. Так, МЕ регион, сколько у нас там? 6, короче, да? Угу. Ребят, на всякий случай повторяю. Мы не ремонтируем платы, ноуты и так далее. Мы развлекаемся, экспериментируем, пробуем. Расслабьтесь. Так, вон в чате пишет приложение, пробуем, нормально. Да какой тут Bootguard? Это что, Dell, что ли? Или Lenovo? Это HP. Ну. Так. Где у нас региончик? 11. А какой там был? Так, 11.8 у нас этот, да? Так. Что там у нас еще было? 60, 35, 61. Так. 60, 35, 61. Вот он. Так, и... Что там? Вот этот, по-моему, да, у нас? Серега. Эксперименты — это хорошо. Все нормально. Если что, я все подниму. Расслабьтесь. Так.
Корпорейт, ЛП. Ремонт Да, всё так. ноутбуков Роман. Фазер плата. Просто прикинулась кирпичом, если там был бы 5-й регион. Даже если Коума там X. ВООН Аночоа. Михалыч. пятерочка, Обновил все страничку. будет ок. Попал в Не момент. переживайте. Сообщение в чате соответствует озвучке. Картинка только далеко вперед ушла. Сейчас Ох. хряпну. Буду с вами на волне. Иван Расслабьтесь. 51. Да он шутит. Фьюзы прожигаются один раз. Вы Платформа прям одна, как-то так что даже хабы можно слишком менять без серьезно. патологий. Что я хотела-то вот вообще? Во. Так, отлично. Так. Дерево. Угу. 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 Нормуль. Так. Открываем. Open. Так, плата 1, да? Давайте плата 1. Ой-ой-ой, у меня телефон разрядился. Блин, ребят, сейчас, секундочку, я телефончик поставлю на зарядочку. То мне будет неудобно вас читать. Так. Вот шер, Катя. Пора наказывать. Включай свой 200-ваттный пайник. Так. Хэка, советчики до хрена, но денег доната ни хрена. Вместо 1000 слов. Иван 51. Я бы пост картой глянул. Так. Вместо 1000 слов. Так, а вот и наш файлик, да? Где? Да, вот он. Подождите, уже 11? Нифига себе, сказал я себе. Так, мы его копируем. Иван 51. Плата явно в пост. Фазер, повезло, И назовем нулевой. его 1. Отлично. Так, теперь мы что сделаем? Мы же его запаяли, да? Главное, чтобы теперь все это не перепутать. Дмитрий Айченко. Выдача зарплаты в столовой. Вместо 1000 О. плов. Давайте так сделаем. Так. Оп. И ла-ла-лей. Погнали. Мне там в комментариях писали, типа, как ты так греешь, все разъемы поплавятся. Такое ощущение, что прям не видео смотрят, а какие-то фантазии. Оп. Хорошо. Все. Это мы пока откладываем. Угу. Так. А этот, наоборот, закладываем. Ребят, я, к сожалению, пока чат не читаю. Сейчас немножечко зарядится телефончик, и я снова к вам вернусь. Так что пока в одностороннем порядке я с вами общаюсь. Так. Толгот, привет, удача. Тут, в принципе, мульта, новотон, НПЦЕ 586. А, по-моему, 85-й, 86-й это, ну, типа, на пятерке, что же, вроде они не прошиваются, разве нет? Ну, не знаю, не помню уже. Так, кольцо не знаю, врать не буду. Так. Иван 51. Встань осликом на нулевую и увидим в пост или не в пост.
Тум-тум-тум-тум. Successor, да. Он не запущен уже, так, кажется, надо. Стример устал. Коума X. Здорово. Так, Смысл? все нормуль. Загружаем. Загружаем. Алексей Спокойно, Симаков. спокойно, Я ж спокойно. советовал овцу в ухо воткнуть по Зашиваем. блюпопу. Так. Нутис, отведаем фрутис. Так, у вас там в чатике. Сейчас подсмотрю. Угу. Так. Ждем-с, ждем-с, ждем-с. Так, значит, это у нас флешка 1, который стоял на этой плате, и она неизвестна отсюда или не отсюда, что в ней зашито. Но вроде как более-менее все вменяемое, поэтому посетила МЕ регион, а заведомо, скажем, рабочей платы, которым до этого починили, флешка здесь, надо будет ее снять и обратно поставить. Или не, надо ее снять, считать с нее дамп, а потом уже обратно поставить. О как. Так. Давай. Алексей Симаков. Тебе чат слышно будет, и телефон не нужен. Так долго даже шьет-то. Угу. Так, сейчас еще будет верификация у нас. И... Давай. Мне уже даже самое интересно. Ну, вообще будет, конечно, забавно, если заработает, то с вероятностью приближающейся к 100% получится, что эту флешку тоже сняли с какой-то аналогичной платы и переставили. Да. Хэка. Вскоре всего чипсет В принципе, вот не когда разрешает на Dell делаешь, мультиконтроллера там, да, Advanced там Pi. действительно важна Комбит. Что не такая так? Шить прошивка BIOS. мультиконтроллера. У этой, что было такой же версии, поэтому зашьешь другую, может не заработать. Это мы уже проходили, знаем. Так, поэтому надо скачивать и смотреть, и записывать то же самое. Так, чё? Продолжаем. Так. И. Опа. Так. Глазами посмотрю. Добавлю чуть перепоя. Надо что-то придумать такое, чтобы вам было хорошо видно, чтобы я все-таки это делала не на расстоянии вытянутой руки, потому что это ж так не очень удобно. Так. Так. Коума X. И шить обязательно. Синими нитками. Угу. Хэка. Давайте. 92 или 95. Охладим феном. 96 ножку. Он обмен. Данный ослик надул.
Комбит, что видит флешка. Немножко побольше поставим поток. О. Хорошо. Так, сейчас на место все поставим. Поток тоже выставим на место. Еще. Вот так, хорошо. Хорошо. Так, ну что? Давайте смотреть, что у нас там вышло, не вышло. Так. Давайте смотреть. Дмитрий Айченко. Когда стримлю, камера закреплена над столом на Magic Arm. И мне не мешает, и все видно. Так, кулерочек закрутился. Инкогнит О Азу. Угу. Комбит, память. Блин, я Хэка, балда. хаб менять. Я вообще молодец. Знаете что? Угадайте. Как вам такое, а? Коума X. Подскажите, Давайте еще люди раз. добрые. При диагностике обмена данных АЦП регистры сдвиговые. Еще раз на Всё в с динамике. оперативкой. Синхронизацию на осциллограф. В Откуда прошлое лучше платье выбирать? осталось. Комбит. Так, пока неплохо. Комбит. Мы уже Так. угадали. Пока хорошо. Давай. Угу. Опа-па. Отлично. Иван 51. Да я так Еще что один сделал. автостарт. Только сегодня. Ждем, когда вниз упадет. Есть контакт. Кто молодец? Кто молодец? Я молодец. Ну что? Раз такое дело, пойду включать телефон, пока он Хэка, зарядился. хаб менять. Почитаю ваши комментарии. А вы пока меня хвалите, да, все правильно. Так, МС, yes, yes. да. Русл Ю, Так, ну ты. это отлично. Коума X. В таком чат. случае у Молодец. нас... Хэка, где картинка? Что это такое? Комбит, колдовство и магия. Что это? А, это так винт вкрутился. Фух, это винт. Я думала, там уже все. Так, ну это отличная новость на самом деле. Значит, скорее всего, Коума наши Икс, предположения чародейка. оказались верными. То, что платы велись одинаково. Получается, в принципе, мое предложение изначально тоже было верным. То есть, если бы я с самого начала взяла и сделала все то же самое по части региона, все бы Хэка, довелось. это и нит Ну, не или бы могли означает зайти на сайт, 100% скачать там работает. прошивочку, принесли бы сиренечки. Так, ну, мне кажется, это неплохо. Вам как кажется? Сейчас я зайду, посмотрю. В принципе,
Я довольна. Заодно поэкспериментировали, посмотрели, как ведет себя данная плата. Вот. И, кстати, да, надо бы проверить, потому что вот Новатон, там есть прошивка или нет прошивки, они отличаются по последним цифрам. Я вот там, где 0, и там, где 5 или 6. Я вот единственное не помню, какие-то из них прошиваемые, а какие-то нет. Но надо освежить свою память. Так, пойду почитаю на компе, что у вас тут, что вы мне пишете. Да, магия, ё-моё, где картинка? Так. Ах ты какой хакер, да? Ну как это не означает, что работает? Алексей Не включался, Симаков. включается. А Ну изотопы хорошо, я тебя слышу. Так, у меня есть внешний монитор. Блин, ну там какой? Может, у меня есть шлейф на него матрицы? Блин, вряд ли. Хотя, может, и не вряд ли. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Ну, прям провоцируйте, да, чтобы я вот не закончил стрим, чтобы он был бесконечный. Бесконечный. Так, флешечку бы нам не потерять и не сломать. Так, тогда так. Хорошо, я тебя слышу. Сейчас я с вами сделаю вот что. Так, во-первых, я со второго телефона, который немножечко зарядился, но достаточно, чтобы хоть вам читать и отвечать. Так, подключу-ка. Есть здесь HDMI? Да ну нафиг, блин, HDMI нету. Так, есть Type-C, но я не уверен, что с него картинка будет идти. Блин. Так, нифига, сейчас я найду. Это у нас пробук уже какой-то, правильно? Сейчас. Так. У меня к вам будет просьба. Где там это название платы-то? Что это у нас такое? Так, это у нас вот такое. Циркус-6050 А272 3701. Так, надо бы посмотреть, что это за пробук. Может, у меня есть шлейф на него. Что, в принципе, почти на все корпоративки у меня должны быть. Прям вот. Сейчас посмотрим. Насчет корпуса не уверена, но если это корпоративный, скорее всего, у меня есть. Так. Так. Алексей Симаков. Тыкаем ЭТП. Сейчас будем смотреть. Так, а это случайно не... Как он называется? 650 G2, G1 или G3? Что-нибудь в этом духе. Так. Дмитрий Коновал. G2, да? 650 G2 у меня точно есть. G5 у меня тоже есть. Сейчас посмотрю. G2, да. G1, G2, G3. Это, короче, должны быть. Сейчас мы глянем по списочку. Так. Бинго. Бинго есть. Есть. Тогда отбой по вот это. Сейчас все сделаем. Так. Походу, даже не только шлейф. Сейчас посмотрю. Так. Может, от него что-нибудь еще найду, но нам сейчас не важно, да? Нам сейчас важно картиночку глянуть. Так, шлейф есть. Шлейф есть, самое главное. Так, что-то снимаем. И обычный EDP-30 пин, да? Да. Так, а вот EDP-30 пин. Блин, EDP-30 пин. Сейчас найдем. Так, а не знаю, он с 17 запустится или нет. Он вообще 15.6. Блин. Тин-тин-тин. Будем смотреть.
Так, это не то, это не то. Это... Давайте так. Конечно, не факт, что он запустится с 17-кой, но вот 17-ка это первое, что я нашла. Давайте попробуем с 17-кой. Может запустится. Если нет, сейчас посмотрю 15,6, конечно. Может, сразу посмотрим. Так, так, так. Матрица установлена, но не страшно. Держит? Держит. Так. Давайте-ка мы сделаем следующее. Все-таки наклеечку вернем взад. Вот так хотя бы приблизительно. Так. А, тут VGA есть. Чего я мучаюсь? Тут же VGA есть. Блин. Ну ладно, уже нашла. Раз уж нашла, она может так лучше. Главное, что на 17-ку поддерживал. Так. Сейчас. Вроде так. Блин, если не поддерживать 17-ку, там тоже 17-ка такая восстановленная. То есть надо бы 15-ку будет найти. Но ничего, держится, держится. Вот опять хочется сказать, какой фигней я занимаюсь, но ну, вот так. 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 Погнали. Алексей Симаков. Надо обзаводиться переходниками. Я пока чаек А то еда попью. это ж, по сути, дисплейпорт. Да-да-да. Все верно. Где мой чаечек? Так, ну и... Хоп, что скажете? Еще вопросы? Так. Какие-то переходнички у меня есть, в основном, ну, которые нужны там. Сейчас мы еще давайте USB Cloud подключим. Так. Комбит. Это мы убираем. А это мы, наоборот, подключаем. Коума X. Хвалю. Смотрим. Не, все правильно, да. Давайте, наверное, в BIOS зайдем, посмотрим. Так. Алексей Симаков. О боже, оно живое. Ну, ждем. Да-да-да. А тут парольчик. Как вам такое? Пароль. Что, будем снимать пароль? Продолжаем наши эксперименты. Так. Сейчас мы... Все. System Lock. Больше сделать ничего нельзя. Комбит. Только в перезагрузочку. Иван 51. Ура. Снимаем. Снимаем. Коума X. Удаляй нафиг. Мне кажется, Настя, к завтрашнему утру я уже целый компьютер соберу, целый ноут. Такие, так, это непорядок, надо его ставить в корпус, надо проверить из-под винды. Мы уже катаем Windows 10, устанавливаем драйвера. Да. Ну-ну. Ну, давайте, что уж там уж.